Ассаламу алейкум ва баракату. Добро пожаловать, дорогие друзья, в наш очередной голосовой чат. Дайте-ка мне сначала понять, нормально ли меня слышно. Валейкум ассалам ва рахматуллахи. Да? Нормально. Ага, все отлично. Я хотел бы начать вообще этот чат с обсуждения вчерашнего голосового чата иллюзиониста Джамбетова и еще там несколько людей из их компании. Мне вчера довелось их послушать. И захотелось прокомментировать немножко эту тему. Послушав Джамбетова, иллюзиониста, вот этого Акрамана и остальных, еще 2 или 3 человека, я и во время их слушания, и после, обдумывая вот все эти тезисы, которые они высказали, я поймал себя на мысли, что с одной стороны я понимаю, в чем их проблема, а с другой стороны думаю, вот если я это сейчас озвучу, ну стоит ли мне это озвучивать, получается, как будто бы я их учу, как будто бы я им подскажу, как решить их проблему. И, может быть, действительно они послушают и сделают выводы, но я решил, что все-таки, да, надо это проговорить, потому что пусть даже они смогут из этого сделать какие-то выводы и исправить свои ошибки, но учитывая их умения, то, как мы-то их знаем не первый год, работать над своими ошибками они в целом не умеют. Поэтому здесь вот эта опасность меньше. А вот людям указать на некоторые моменты, я думаю, все-таки важно. Так вот, пропаганда, она всегда, вот вся пропаганда, которую мы знаем, начиная от нацистской Германии, она всегда строилась и строится, продолжает строиться, в том числе и российская сегодня существующая. И любая антироссийская тоже пропаганда, например, та же украинская, или с нашей стороны, которые ведут пропаганду со стороны борцов за свободу, у нас тоже есть пропагандисты. Вот пропаганда – это всегда берется какой-то действительно существующий факт, и он поддается под определенным углом. Плюс эти же факты, то есть действительно имеющиеся моменты, могут обильно их как-то сопровождают ложью и также подают. То есть в зависимости от того, насколько эта пропаганда прожженная, она будет либо минимум, она будет брать существующий факт и его подавать под нужным углом, либо раздувать его на большие масштабы, чем на самом деле этот факт является, то есть делая из мухи слона. То есть это минимальная, то есть такая вот лайтовая пропаганда. А такая прожженная максимальная пропаганда, пропаганда на максималках, она будет брать какую-то часть правды и обильно ее снабжать ложью и толкать уже в массы. Как пример можно привести, допустим, российскую пропаганду, которая берет, например, в Париже какие-нибудь районы парижские, где вот обитают бездомные, например, там под мостом, какие-то палатки, то есть берут какую-то вот картину очень некрасивую, показывают ее, и все, и потом из этого раздувают, что, не указывая, что это вот есть один район в Париже такой, а говорят, что это вот вся Европа такая, все уже загнивание началось, посмотрите, как живет Европа, и посмотрите, как живем мы в России, и там показывая благополучную Москву, красивые построенные высотки Грозной-Сити. То есть, вот, понимаете, они взяли действительно существующий факт, реально есть в Париже такие места, где вот эти бездомные живут. Действительно, там очень плохо это все выглядит. Но правда в том, что это всего лишь какой-то район в Париже. И это вообще нельзя не только на всю Европу проецировать, это нельзя даже на одну Францию, даже на сам Париж это нельзя проецировать. Но они вот таким образом эту картину подают. Или, например, берут протесты, происходящие во Франции периодически. И, как правило, эти протесты у них всегда сопровождаются битьем витрин, поджиганием автомобилей. Показывают эти вот кадры, они такие прям ужасающие бывают.
И опять-таки, вот все, Европа загнивает, теперь это в каждом городе, теперь у них все вот так, закона никакого нет, полиция не справляется, все еще чуть-чуть, и, значит, мигранты полностью захватят всю Европу. То есть это пример того, как вообще работает классическая пропаганда, и мы реально к этому привыкли, и вот такая пропаганда, она еще имеет какие-то шансы на успех. Так как в российской, например, глубинке люди это посмотрят, они понятия не имеют, как на самом деле живет Европа. Допустим, рандомный какой-нибудь там житель деревни российской глубинки, он никогда не был и, скорее всего, не будет. Ни он, ни его дети. Не выйдет даже со своей вот этой области или края. И когда ему такую картину показывают, его это прошивает. Но что я услышал в этом чате иллюзиониста Джамбетова, они вообще переформатировали само понятие пропаганды. У них их пропаганда целиком и полностью состоит из одной лишь лжи. Они просто, каждый из них говорит ложь, потом эту ложь раздувает, и потом они удивляются, почему в их голосовом чате, где по сути, ключевые спикеры пропаганды собрались, иллюзионист, директор Чехотарга Грязный, его этот напарник как Роман, админы нескольких их пабликов, Хусейн Джанбетов, в конце концов. Все это распиаренные главные рты кадыровской пропаганды собрались, и в этом голосовом чате на пике не бывает больше 50 человек, слушающих эту ложь. Почему? Потому что нельзя, не работает так пропаганда, нельзя просто из одной лишь лжи сделать всю эту пропаганду, то есть сделать ставку на то, чтобы говорить только ложь, только лгать. Это так не зацепит даже человека из глубинки. А это их пропаганда, она ведь направлена на чеченцев. Основная часть этого голосового чата вообще проходила на чеченском языке. То есть они пытаются чеченцев убедить в своей правоте и в нашей неправоте, но при этом им даже частично правдивую информацию. Как пример, давайте разберем. Я несколько тезисов для себя вчера отметил. И я удивленно слушал, думал, что нет, ну сейчас какая-то, наверное, какая-то развязка, хоть какую-то правду они скажут, но не было. Джамбетов делает утверждение, он говорит, я, говорит, был там, со всеми был знаком, с каждым общался, кого-то в гости приглашал, кому-то в гости ездил. Я, говорит, ответственно заявляю, он там клянется, что у каждого из них есть российские паспорта, он говорит. Он называет Закаева, Сулейманова, еще какие-то называет имена, и в том числе мое имя называет вот в этом списке. Потом обобщает, говорит, что я, говорит, ответственно, вот я вам клянусь, сдаются Дуаш Мадац, у каждого из них, он говорит, есть российские паспорта. Потом он уже, вот смотрите, вот эта вводная информация, по идее, в классическом пропагандистском приеме, она должна была быть правдой. И дальше уже из вот этой правды, то есть вот этой кусочка правды, они должны были ее уже подать под определенным углом, они должны были ее раздуть, из этого сделать какие-то выводы. Но прикол в том, что вот эта уже информация вводная является ложью. И дальше из этой лжи, он говорит, они лицемеры, потому что они даже не отказываются от российского гражданства. Они там делают паспорта, говорит, российские, тайком, используют эти российские паспорта. И если бы они не были лицемерами, они бы, говорит, отказались от этих российских паспортов. Те, кто из них, говорит, получил европейские гражданства, все равно, говорит, не отказываются от российских паспортов. У них у всех есть российские паспорта, и я это знаю, он говорит, я это видел. То есть, это насколько дешевый, низкий уровень лжи. Проблема в том, что любой слушающий, это, смотрите, эти утверждения, допустим, представим себе, что где-то там у нас
в селах, ну, например, вот эту информацию кто-то схавает. Но там их пропаганда, она направлена в том числе и на жителей Европы. Они обращаются к жителям Европы, говоря, что вот смотрите, там этих несколько человек, вы там, говорите, организуйтесь, этих несколько человек заткните, потому что к вам у нас претензий нет, вы все молодцы, а их там человек вот 10, они вот эти вот, значит, плохие люди с российскими паспортами, их надо просто заткнуть. И вот они плохие, потому что у них есть российские паспорта. Но жители Европы-то прекрасно понимают, что это ложь. Какие российские паспорта? Откуда он это взял? Он непосредственно назвал мое имя в этом списке. Мой российский паспорт закончился в 2017 году, как только я приехал по этому паспорту, я въехал в Европейский Союз. Все, вот в августе, по-моему, 2017 года он у меня закончился. И любой человек, кто получил здесь статус беженца, или даже его не получил, пусть он даже по гуманитарной получил, но он в любом случае знает вот эту основополагающую информацию, то есть это столб беженства, что после того, как ты получаешь статус беженца, ты не можешь пойти в посольство и получить там паспорт легально. Если ты это сделаешь, то тебя лишат убежища. Поход в российское посольство и получение там паспорта – это равно поехать в Россию. Для миграционных властей это знак равенства. Это значит, что ты не преследуешься в этой стране. Если ты смог спокойно пойти в посольство, а посольство считается территорией этого государства, если ты пошел туда, если ты сделал себе паспорт, значит, у тебя нет никакого преследования, значит, твое интервью ложь. Ты сам российский паспорт использовать не имеешь права, если у тебя есть статус беженца. Это информация, которая не нуждается в том, чтобы ее как-то доказывать. То есть она прописана в Конвенции о беженцах. Она озвучивается, эта информация, каждому человеку, которому дают статус беженца, ему прямо во время интервью, когда ему сообщают, что он получает статус беженца, ему сразу же говорят: ты не имеешь права посещать Россию, ты не имеешь права посещать посольство, ты не имеешь права пользоваться российским паспортом, ты должен его сдать, если он у тебя есть. Когда тебе дают проездной документ, как он еще называется конвенционным паспортом, чтобы ты мог путешествовать по любым странам, кроме России, в этом твоем конвенционном документе обязательно бывает указано либо штампом, либо ручкой от руки написано, что он действителен везде, кроме России. То есть у тебя везде знаки, говорящие тебе, что никакой России, никакого российского паспорта, никаких российских посольств. То есть настолько простая и легко опровергаемая ложь, и он ее озвучивает, и потом на основании этой лжи он начинает вести вот эту очень низкокачественную пропаганду. И те, кто его слушают в этом чате, остальные, тот же Ахмадов, этот же Акраман, который пытается казаться очень умным интеллектуалом, и никто из них даже не возражает этому. Потом он говорит, почему никто из них, говорит, не отказывается от российского гражданства? Опять-таки, и кто, если не они, должен знать, что человек, преследуемый в России, если есть действующее возбужденное уголовное дело, человек преследуется, какое-то правовое преследование, либо если на тебе есть долги, ипотечные кредиты, там, любые неуплаченные штрафы, то ты не имеешь, то есть Россия не дает тебе даже отказаться от своего паспорта, от своего гражданства. То есть, вы понимаете, сколько вот в одном этом утверждении, сколько в нем лжи. Я сейчас насчет себя сказал, могу по поводу себя уверенно говорить. Но я убежден, что эта же ситуация, она работает с любым здесь вот таким известным спикером, сторонником чеченской свободы, независимости,
Вне зависимости от того, там у нас между собой могут быть какие-то разногласия, я могу этих людей не любить или там, искренне ненавидеть, но я убежден, что вот в этой теме у них ровно такая же ситуация. Там даже речи не идет ни о каких российских паспортах. Даже после того, как они получат, если кто-то из них получил европейское гражданство, они не смогут не отказаться от российского паспорта, потому что есть у них преследование в России, у каждого из них возбужденные уголовные дела. И плюс я понимаю, что никто им, да и они сами не пойдут делать российские паспорта, им он не нужен, если у них есть уже иностранное европейское гражданство, у кого оно есть. А если у них его нету, то тем более они туда не пойдут, потому что это большой риск потери убежища. Я встречал подобные моменты у обычных людей, которые реально здесь наврали о преследовании, получили убежище, потом пошли, сделали паспорта, и потом по этим паспортам поехали домой. И многих из них здесь вычислили, и у них забрали, отозвали у них эти статусы беженцев, и правильно сделали. То есть это бывает только вот с такими простыми людьми. Никто из известных спикеров, я убежден, что с подобной темой связан не будет. Хотя никто не буду говорить, может быть, какие-то отдельные люди наподобие Ломаева, там, здесь я, конечно, не ручаюсь. В общем, Джамбетовская вот эта попытка просто пропихнуть вот эту ложь, а потом на основании этой лжи построить пропаганду, сказав, что это вот такие вот они лицемеры, вот они не отказываются от российского гражданства, вот они получают российские паспорта, она не нуждается даже в опровержении. Далее он делает следующее там заявление, что к его 8-летнему, по-моему, говорится, сыну домой пришли бородатые, по пупок у них, значит, были люди, и что-то там угрожали. Потом, говорит, я дал им пожаловаться властям, власть, говорит, властям Бельгии имеется в виду. Потом власть Бельгии этих людей, значит, предупредила, сказала, что если вы пойдете туда, мы вас, мол, отсюда депортируем. Просто как эту информацию чем-то можно было ее подкрепить? Если действительно все так, как они говорят. Просто на самом деле здесь, в Европе, те, кто здесь живут, прекрасно понимают, что такого здесь невозможно, чтобы людей, например, если они пришли кому-то, угрожали, чтобы их просто забрали и сказали: так, если вы еще раз пойдете, мы вас депортируем. Это так не работает. Это не кадыровская Чечня. Если кто-то куда-то пошел и угрозы, например, угроза безопасности была, или еще там, не дай бог, если даже посягательство какое-то было, то это нарушение закона, это преступление. За преступление здесь никого не загоняют и не говорят: мы тебя депортируем. За преступление здесь наказывают. У него происходит суд, он получает приговор, и потом, если надо, его реально еще и депортируют. Но так, чтобы его предупредили, сказали: если еще раз такое сделаешь, мы тебя депортируем, здесь такого не бывает, это невозможно. То есть он придумал, на ровном месте он придумал историю, и дальше ее вот уже подал под пропагандистским ключом, опять-таки указывая на то, что вот такие вот, значит, лицемеры. Я свое видение вообще подобной ситуации скажу. Допустим, я это не исключаю, что, например, какие-то люди куда-то могли пойти, например, и что-то там угрожать. В этой ситуации этих людей бы, если бы полиции об этом стало известно, этих людей бы задержали, и они бы предстали перед судом за совершенное преступление. Но я хочу объяснить вообще саму нелепость вот подобного явления. Мы здесь просто беженцы. Мы не решаем, кто вообще здесь будет жить, кто не будет, какие здесь убеждения можно пропагандировать, какие нет. Для этого есть власть. Нам может что-то не нравиться, мы можем, в случае, если мы считаем, что вот это, например, какая-то угроза вот от этого человека или от этой группы исходит, мы можем об этом сообщить
властям, что мы считаем, что вот этот вот человек, допустим, или эта группа лиц, они угрожают безопасности, например, нашей или безопасности государства. Мы считаем, что они, например, могут быть связаны с российскими спецслужбами и так далее. Это максимум, что может сделать резидент вот этой страны, любой из этих стран. Но пойти куда-то, кого-то, значит, напугать, решать, кто здесь будет жить или кто не будет жить, это вообще не наша тема. Это настолько бред, когда нам подобное предъявляют, типа говоря, почему вы ничего не делаете, вот у вас там есть, значит, есть вот наш там этот активист, Ахмат активист, он же ЛГБТ-активист, например, в Бельгии сидит. Вот вы там, значит, почему он там сидит, а вы ничего не делаете? Ребята, мы ничего и не должны делать. Да хоть вас тут сотнями даже, если бы было, мы здесь, вот как и эти ваши активисты, попросили здесь убежище и, я не знаю, кто-то в процедуре, может, кто-то получил документы, вот как они живут, мы здесь ровно так же живем. Мы не являемся представителями власти, мы эти вопросы вообще никак не решаем. Это очень, очень странная и необоснованная вообще претензия к нам. Я-то понимаю, что они тем самым пытаются недалеких людей здесь провоцировать, чтобы они пошли и какие-то совершили там действия необдуманные. Ну, это максимум сработает, может быть, с какими-нибудь реально недалекими молодыми ребятами, но это не сработает с теми, кто вам так тут мешает. В общем, послушал я все эти высказывания, утверждения, всю вот эту пропаганду этих людей, посмотрел на тех, кто ее слушает, на количество тех, кто ее слушает. 45 человек, там даже 50 не набиралось. И думаю, надо все-таки им объяснить, почему вас не слушают. Почему эта ваша пропаганда людям не интересна? Потому что это очевидная ложь. Она никого не трогает. Интересный момент был, когда с Европы какой-то человек туда зашел, и этот человек, это вот Джамбетов, версии до его уезда в Чечню. Вот ровно то, что здесь говорил Джамбетов, говорит этот человек. Типа вот все мы нохчи, мы как на вот этом нашем нохчело, мы должны объединиться, друг друга не нужно вообще критиковать, там не существует никаких кадыровцев, ичкерийцев, ничего нет, никаких продавшихся России нет, вот мы все нохчи, и это наша база, это основа, мы должны все дружить, мы братья, вот, короче, на такой волне, ровно на такой джамбетовской, короче, волне этот чувак. И он возражает мысли Джамбетова, а Джамбетов говорит, критикует живущих в Европе людей за то, что они приехали и рассказали, ну это я сейчас пересказываю джамбетовскую версию, что они, значит, пожаловались, что на власть, региональную власть российскую в Чечне, что их именно Кадыров, они, значит, преследуют, рассказали это миграционным властям, и вот так получили здесь документы. И они, говорит, должны сказать правду, что нет, власть их никакая не преследует. И, в общем, что-то такое. И это высказывание касается как бы его интерпретации всех чеченцев в Европе. И вот на это, возражая, этот чеченец говорит, что он приводит в пример выступление Евкурова и говорит, что вот Евкуров сказал, говоря о ингушах, находящихся в Европе, понимая, что эти ингуши тоже, у них было интервью состоит из какой-то жалобы на преследование на родине. Но несмотря на это, он говорит, похвалил, сказал, что это наши вот жители, они там находятся в Европе, и никак их как бы не раскритиковал за это.
И вот почему точно так же он говорит, не работает в отношении чеченцев. Неважно, как здесь живут чеченцы, что они говорили, неважно, мы все чеченцы братья, поэтому не нужно об этом говорить. И у них возникает спор с этим Джамбетовым. Джамбетов все равно стоит на своем, а тот... Вообще, это отдельный, конечно, такой момент, который улыбнул, потому что Джамбетов был ровно на этих же убеждениях, пока он был здесь. Он здесь ровно это же говорил, что мы там все чеченцы, нет никаких кадыровцев, и мы все, значит, братья, надо вот это молчало. А теперь уже Джамбетова нужно в этом убеждать. Его вот этот, его прошлая версия пытается его в этом убедить. И вот в этот спор вклинивается Чингиз Ахматов, иллюзионист. И он говорит, и иллюзионист пытается вернуть Джамбетова на эту прежнюю волну. Он говорит, а кто вообще претензии предъявляет к чеченцам? У нас нет, он говорит, претензий к чеченцам, находящимся в Европе. У нас претензии только вот к говорящим там с десяток людям. Но вы должны, говорит, там организоваться и этих людей заткнуть нас. То есть в его понимании он думает, что здесь так устроено, что здесь может кто-то организоваться и кого-то заткнуть, помимо власти. А Джамбетов все равно стоит на своем. Джамбетов говорит, нет, они там дали интервью, сказали, что их власть преследует. И поэтому я на своем, говорит, стою, я не отступаю. Они говорят, себя недостойные. А иллюзионист пытается все равно обратно его вернуть. Говорит, нет, у нас нет претензий. Но в то же самое время они подают картину так, как будто бы мы, всех живущих в Чечне, получающих зарплату, пенсию, мы всех их чуть ли такфирим. Не считаем их ни чеченцами, ни мусульманами. Это вот так вот в свет озвучивается, прямым текстом. Они об этом говорят. Когда кто-то... вот этот парень, который за объединение на чеченскости, он говорит, ты, говорит, Джамбетов, критикуешь людей за то, что они живут здесь, в Европе, получают здесь социал, потом еще там дома оформляют документы и на детей получают пособие. Джамбетов это озвучил там реально, как претензию, что этим людям нужно, значит, их нужно выявлять, им тут нужно отрезать эти пособия и так далее. Ты, говорит, вот за это критикуешь, но ты не должен, ты как Евкуров должен. Пусть получают, пусть и там получают, и здесь получают. И вот на это они говорят, что здесь, мол, мы это дозволяем, говоря, что это у России, значит, любым обманным путем, неважно, там пенсии левые за взятки или там пособия, все, что можно с этого государства заиметь, как бы имейте, получайте, никаких проблем, потому что мы якобы это, действительно, я, по крайней мере, на этих убеждениях. У России все, что угодно там получать, я не вижу в этом ничего зазорного. Но этот парень пытается Джамбетова убедить в том, что это, как бы ты на это посмотри лучше, нормально, пусть чеченцы получают. На что, как бы, в опровержение вот этого иллюзионист говорит, это они там, говорит, то есть мы, это они вот так вот дозволяют у России что-то там получать, но при этом, говорит, здесь такфирят тех, кто получают пенсию, тех, кто зарплаты получают, пособия получают. Нам ее, мол, здесь получать нельзя, а тем, кто в Европе, можно. Ну, ничем не подтвержденная, опять-таки, ложь. Когда мы подобное говорили, когда мы такфирили кого-то, или вообще даже критиковали кого-то за то, что он получает пенсию, получает зарплату. То есть опять настолько низкопробная ложь. Я и от других это никогда не слышал, но я, наоборот, всегда стоял на позиции, что люди должны работать, люди должны получать зарплаты, пенсии. И имеете возможность себе сделать левые пенсии. Ради Бога, делайте. Пособия, зарплаты. Наоборот, я человек, который спорил с теми, кто говорил, что из бюджета получать, мол, это нельзя, это равно айдал-бол. Нет. Единственное, о чем мы говорим всегда, это нельзя работать в этих структурах.
То есть то, что у нас принято в чеченском языке называть айдал-бог, работа на власть, когда ты являешься инструментом в руках власти, инструментом подавления, навязывания, репрессий. Вот этим инструментом быть нельзя. То есть нельзя МВД, Росгвардия там, и прочие структурные какие-то работы, там работать нельзя. А так, хоть это госслужба, что бы это ни было, если это гражданская профессия, вообще никаких проблем. И это любой, кто следит за моей деятельностью, допустим, это прекрасно знает, эти мои взгляды. И послушав вот эту ложь, которую они из уст в уста там передают, каждый ее поддерживает, и на этом основании выстраивают, опять-таки, линию пропаганды, каждый, услышавший это, сразу скажет: ну вы же врете, это ведь неправда. Поэтому и не имеет успех ваша пропаганда. Поэтому вас слушают менее 50 человек, ваш эфир, голосовой чат, топ, где ваши топы собрались, и там нет даже 50 человек. И если из этих 50 человек, из этих 45 один это я, то там еще, я думаю, пару десятков наберутся. Это люди моих же убеждений, которые просто из интереса или из необходимости вас слушают. Вот почему нет успеха. У классической пропаганды успех бывает. У классической пропаганде удается реально одурманивать какую-то часть людей, обманывать. У них бывает какой-то прям ядерный электорат. У этих нет. Потому что вся пропаганда построена на примитивной лжи. Очень легко опровергаемой. У меня все. Потому что цитаты из сторис, это из этого голосового чата, да, это в этом голосовом чате было. Меня очень рассмешили эти цитаты, особенно цитата иллюзиониста. Но она была вообще на чеченском, я ее просто на русский перевел. «Будь скромнее с тем, кто слабее тебя, и никогда не лебези перед тем, кто сильнее тебя». В оригинале эта цитата звучала «Гил волчонс кейдхил чо волчон халга лебезить Мария». Вот это вот «лебезить Мария» меня так улыбнуло, потому что вся их деятельность, вся их жизнь построена на лебезении перед тем, кто сильнее них, перед тем, кто у власти. То есть они же все лебезят перед Кадыровым, вылизывают Кадырова. Вся вертикаль построена на этом, вся карьера построена на этом. И вот в этой системе ты и добиваешься каких-то высот в карьере путем лебезения, вылизывания, а потом ты, достигнув этой высоты, ты держишься на ней, обязательно вылизывая, постоянно демонстрируя вот эту свою лояльность, свою покорность. За счет этого только люди там держатся. Если они в неделю 7 раз каждый день, то есть не показывают свою лояльность, вот этого, не демонстрируют вылизывание, то возникают сомнения у Кадырова в их лояльности, этих людей могут подвинуть. То есть настолько вся система у них пропитана этим вылизыванием. И, представляете, человек такое заявляет, как это может не улыбнуть. А по поводу Бартбамха есть идеологии, Бартбамха есть философия, это меня тоже порадовало, потому что от мясника Жамбетова услышать идеологию еще, ладно, но когда он про философию сказал, это реально смешно. Человек, который максимум, что умеет, и, наверное, реально хорошо умеет, это зарезать овцу или корову, разделать это мясо, расфасовать и рассказать о том, какое хорошее и вкусное это мясо в целях его реализации. Когда такой человек тебе рассказывает, что для
согласие, нужна философия, как будто бы он такой философ. В общем, меня это порадовало, поэтому решил сделать такие сторисы. Тумсо, хотел у тебя узнать, Кадыров смог что-нибудь ответить Шаманову после того, как Шаманов его отпустил? После выступления Шаманова через неделю Кадыров выступил, ответил Шаманову, назвал его военным преступником, сказал, что он должен на коленях извиняться перед чеченским народом, и пригрозил ему тем, что что они встретятся в суде. На этот ответ ему понадобилась неделя, видимо, набирался мужества, согласовывал, где надо, с кем надо, и саму форму ответа, и вообще сам факт этого ответа. Вот. И после этого Шаманов проигнорировал эти высказывания Кадырова, но зато вместо Шаманова стали отвечать различные журналисты, Z-блогеры, анонимные какие-то каналы, просто какие-то националистические организации. В общем, волна очень серьезная такая поднялась в России. И в целом вот это голосование за 500-рублевую купюру, это, можно сказать, было такое продолжение этой истории с Шаманом. Что скажешь насчет встречи Ахмада Аш-Шараа с Путиным сегодня в Москве? Не является ли это предательством тех чеченцев, которые воевали и погибли в Сирии? Слушайте, мне непонятна вот эта истерия, которая сейчас в соцсетях развелась, в основном среди чеченцев из-за этой встречи. Мне интересно, а вот вы как себе это представляли? Как он должен был себя вести с Россией, с Путиным? Разве для того, чтобы договориться о статусе этих военных баз, находящихся в Сирии? Допустим, о том же Башаре Асаде, который получил убежище в России. Разве для всего этого не нужны контакты с Россией? Почему это предательство тех чеченцев, которые воевали и отдали свои жизни в этой революции сирийской? Просто вот на себя это примерьте. У нас была война с Россией с 94 по 96 год. После этого эта война закончилась соглашениями в Хасавюрте, и после этих соглашений Масхадов поехал в Москву, встретился с Ельциным, они подписали мирный договор, очень лестно друг о друге отзывались, улыбались друг другу, здоровались, обнимались. И вот представьте, вот в этой картине, а у нас ведь были небольшое количество добровольцев у нас было, допустим, из других республик Кавказа, с Украины также были добровольцы. И вот представьте, что в то время, если бы были соцсети, какие-нибудь, например, кавказские, в кавказских республиках начали бы вот так постить, показывать встречу Масхадова с Ельциным и говорить, а не является ли это предательством от кавказских добровольцев, которые сражались за независимость Чечни и там погибли. Вот ровно то же самое сейчас делают те, кто по этому поводу эту истерию развили. Сам факт встречи президента Сирии с президентом России не является не только предательством, он не является вообще чем-то негативным. Это нормальное явление, что президент Сирии встречается с президентом России, да, с вражеским, по сути, государством, которое помогало воевать с нынешним правительством Сирии. Но вот так устроен мир, когда сначала страны могут враждовать, потом они могут мириться, могут после этого даже дружить, по-разному бывает. То есть сам факт встречи вообще никак негативным моментом не является. Но то, чего они достигнут на этой встрече, и дальнейшие взаимоотношения с Россией могут быть негативными. Вот это да, это правда. Но чтобы об этом говорить, надо сначала, наверное, дождаться этих результатов.
Пока я не вижу здесь ни предательства, ни ничего плохого не вижу. Я вижу грамотную, умеренную, очень выдержанную, просчитанную государственную политику. Так, мне пишут, что меня не слышно. Вы меня слышите? Слышим, слышим. А политика Ахмата Шара США тоже норм, когда они фактически его крыша, а он их марионетка и в той же ситуации, что и Кадыров перед Путиным? Нет, ну это же абсолютная ложь. Вообще не так это. Никак нельзя сравнить президента свободной страны, у которого только-только начинается какая-то политическая вообще жизнь, его попытки вырулить из сложившейся ситуации, сравнивать это с прямым вассалом кремлевским, это же подмена вообще понятий. А сейчас вообще говорить что-то по поводу Сирии очень рано. Только год прошел, как они совершили эту революцию. Даже еще год не прошел. Вот только они, как они начали, по-моему, год прошел. Как у них все закончилось, еще года даже не прошло. То есть это очень малый срок. И сейчас говорить о том, что он стал чьей-то марионеткой, или что он что-то делает неправильно, это вообще рано. Пока он ничьей марионеткой не стал, пока он ведет очень грамотную, сдержанную политику. Потому что, причем я заметил, те, кто сейчас критикуют Шараа за встречу с Путиным, это те люди, которые в 97-м восхищались встречей Масхадова с Ельциным и спорили с теми, кто критиковал эту встречу. Да, кстати, я тоже это заметил. Эту встречу Шараа с Путиным критикуют не братья-мусульмане, так скажем, не вот это не исламская партия, а те, кто во времена нашей свободы, во времена Ичкерии, те, кто были как раз таки такими антиваххабитами, вот эти люди, как будто бы, знаете, они просто пытаются из пальца что-то высосать. Действительно, эти люди тогда не имели никаких претензий к Масхадову за встречу с Ельциным. Хотя у нас ведь тогда были те, кто это критиковали. Те, кому не нравилось, что Масхадов вообще там пожимает руку Ельцину. У нас были такие тоже своеобразные ребята. А вот эти, кто сейчас Шараа за это критикуют, они как раз-таки тогда восторгались встречей Масхадова с Ельциным. Я ничего против встречи Масхадова с Ельциным не имею. Я-то как раз-таки понимаю, что враг в конце-то концов должен перестать быть врагом. То есть это логическое завершение войны. Нельзя вечно воевать. Так не бывает. Любая война заканчивается. Пророк, саллаллаху тоже с курайшитами в какой-то момент перестал воевать. Это нормально. Так и должно происходить. И после того, как война заканчивается, потом лидеры двух враждующих или враждовавших на тот момент стран, они встречаются, они заключают договора, если получается. Если не получается, расходятся без заключения договоров. Критиковать это как минимум очень странно. Вопросы по поводу внутренней политики и устройства Сирии, политического, правового устройства, я на них не могу вам ответить. Вот вопросы сейчас посыпались. Но я не знаю. Я не живу в Сирии, я вообще как-то плотно этой темой не интересуюсь. Это вам уже, если вам это интересно узнать, то надо, наверное, тем, кто там находится, эти вопросы задавать.
Либо если вы что-то знаете об этом и просто хотите со мной поспорить, то опять-таки я не владею информацией и на эту тему спорить не буду. Я знаю в общих чертах, что там меньше года это правительство находится у власти, и сегодня у него там что-то требовать слишком строго. Я думаю, это очень рано. Ну что, хотел у тебя узнать вот по поводу, а, вот, допустим, твое поколение, какое оно было и какое сейчас поколение, то есть у молодежи, то есть какая разница, то есть, ну, между вами? Э, Плюсы какие у вас были или минусы, то есть? Я, может, ну, неправильный вопрос такой задал, но... Из того, что я вижу по своим детям, по детям своих друзей или родственников, я вижу, что нынешнее поколение очень поздно взрослеет и повзрослеет, в отличие от нас. В этом плане мы, конечно, гораздо сильнее были ориентированы в этой жизни, очень рано стали, взяли на себя ответственность. Кто-то даже за семьи свои, там, у кого рано, например, отца не стало, там старшие брали на себя эти роли отцовские. Да и в целом, за счет, возможно, большего контроля сейчас над детьми, мы сами лишаем этих детей возможности взрослеть. Мы в нашем детстве, мы выходили из дома, мы просто говорили, допустим, мы выходим там во двор поиграть. И вот после того, как ты выходил, твои родители понятия не имели, где ты находишься, чем ты занимаешься. То есть ты мог в это время, ты мог где-то, ну, я, например, жил когда на Катаяме, я говорил, что я выхожу там, поиграть во двор соседний, уходил туда, значит, или выходил, например, говоря, что я покататься на велике. И все, и мы ехали в центр, там мы по каким-то развалинам лазили, что-то там придумали для себя какое-то скалолазание. Короче, до вечера, до ночи тусили, потом возвращались. И когда такое, например, становилось известно, за это наказывали, но в большинстве случаев об этом не знали. И, и это как-то в тебе воспитывало вот эту вот самостоятельность. А сегодня дети постоянно у нас под контролем, телефоны, где они находятся, что там, чуть-чуть где-то его из виду потерял, сразу позвонил. И вот этот вот контроль над детьми, он делает их менее самостоятельными. И я не в том плане, я сам не могу определиться, как бы, что я хотел бы, чтобы мои дети сегодня, так же, как я в свое время тусил, чтобы они также тусили. Нет, вообще, я не могу себе представить, чтобы то, чем я занимался в их возрасте, чтобы мои дети сегодня этим занимались, это ужас просто. Но в то же время я понимаю, что из-за того, что этого нет, этой самостоятельности у детей нет, они вообще не приспособлены к жизни. Сегодня меня в мои 14 лет там, или в 12 лет меня можно было просто, например, на поезд посадить, отправить в Москву, и какой-нибудь адрес, например, дать мне, сказать, вот поедешь в Москву, вот по этому адресу там живет дядя твой, вот к нему, значит, поедешь. И я без проблем в свои 12-14 лет я бы сел на поезд, поехал бы в Москву, на метро, нашел бы адрес, добрался бы, и вот все нормально у меня было бы. Я уверен, что мои дети сегодня там, в моем городе, где я живу, ему дай адрес, телефон у него забери, он туда никогда не сможет добраться. То есть, к сожалению, есть свои минусы у этой безопасности. Ну, ты ведь тогда, получается, не владеешь информацией, что Шара совместно с войсками США проводит спецоперации на севере Сирии против мусульман, и это даже передавалось по местному ТВ Сирии. Без этой информации как ты можешь утверждать, что это не то же самое, что и Кадыров, или ты знаешь или не знаешь, тут уже надо определиться, чтобы утверждать о Шара. Нет, дорогой мой,
как раз-таки тебе, наоборот, нужно определиться с тем, что быть вассалом Кремля и быть президентом свободной страны, который может... Я, конечно, не владею действительно информацией, что там, какие операции проводятся, но даже, допустим, если они проводятся, это совместные операции двух независимых государств и их вооруженных сил. Это не марионетка, назначаемая Вашингтоном в Сирии, во всяком случае, пока, и который действует по законам, написанным в Вашингтоне, и который подотчетен Вашингтону. Это совершенно разные вещи. То есть я не буду входить в спор касательно того, что происходит в Сирии. Я действительно этого не знаю. И может быть то, о чем может быть, ты здесь будешь более как бы прошаренным в этой теме. Но я точно пойду с тобой на спор и буду опровергать любые параллели, которые ты будешь проводить с Кадыровым и Кремлем. Потому что это подмена. Этого там точно нет. А как ты без телефона и без ничего адрес конкретно найдешь? Ладно, в таком среднем городе можно, а в Москве я без приколов интересуюсь, как технически это работает. Спрашивать у людей просто нет. Тогда это работало так. В Москве были карты, ты на карте находил интересующую тебя улицу, ну, адрес, смотрел сразу ближайшую станцию метро, все, спускался в метро, ехал на эту станцию, дальше оттуда выходишь и уже по карте идешь по нужному тебе адресу. Либо еще это работало так, в то время даже более популярно было именно так, когда тебе просто объясняли, что вот такое-то метро, выйдешь, значит, с восточного или западного выхода, или северного, южного, ну, в общем, какие там есть. Выйдешь, потом, когда выйдешь, там будет, значит, вот такая-то остановка, за ней будет вот такая-то там тропинка, например, или вот такой-то магазин, за этим магазином будет вот, значит, такой-то дом, такого-то цвета, столько-то этажей. Это вот так это раньше работало, и ты реально по описаниям шел и находил нужный себе адрес. Тумсо, а ты видел, кстати, интервью у Дудя Шалова? Он, ну, еврей, в Грузии родился еще, который в Кутаиси. Он очень просто интересное интервью дал. Да, я видел, смотрел. Смотрел выступление Трампа в Израиле. Ну, полностью нет. Какую-то часть выступления, наверное, я видел. Что ты знаешь и думаешь про Арамский договор? Слушай, не готов я это комментировать, потому что что-то я об этом знаю, но если ты сейчас начнешь детальные какие-то вопросы задавать, то нет, мне это нужно будет изучить, чтобы об этом говорить. Шамбетов все еще уважаемый, там, говорит, я прям удивился, когда ты сказал, что его слушали. Ну, его прям на серьезных щах там слушали, он разговаривал, причем он был один из ведущих этого чата. Кстати, я еще один момент из этого чата хотел упомянуть. Они там еще сказали про этот злополучный ЛГБТшный флаг, который, значит, на акции во Франции где-то на фоне там его подняли. И опять они это сделали, полностью игнорируя тот факт, что их активист сделал то же самое с их точки зрения, хотя это вообще не то же самое. На самом деле в Париже это вообще случайность была. Так где-то на фоне, там сзади этот флаг мелькнул, и все, они из этого сделали вот эту историю. А этот их Ахмад-активист в прямом смысле оказался ЛГБТ-активистом. Прям перед ЛГБТ-флагом стоял, поднимал флаг. И они полностью, представьте, игнорируя этот факт, а он у них, кстати, тоже уважаемый такой тип, ничего плохого про него не говорят. И они вот полностью это игнорируя, они, значит, упомянули вот этот момент, что как они говорят, вообще после этого можно что-то там говорить
а, о чем вообще, о каком, о какой деятельности какой-то политической после этого вообще может идти речь. Но если так, то давайте начнем вот с этого Ахмад-активиста, давайте его для начала раскритикуйте за то, что он, неважно даже, что он там сам поднимал, в принципе, стоял на акции, где был поднят ЛГБТ флаг. Ведь это проблема, даже если его где-то на фоне подняли, если это проблема, то стоять прямо перед этим флагом, прямо вот в эпицентре этого флага, ну, это значит вообще зашквар полный. Я-то вообще не спорю, это зашквар 100%. Давайте вот с этого человека тогда начнем. Не присылайте голосовые, я не могу их сейчас слушать. Что-то не то со звуком в чате. Говорит. Это, к сожалению, в последнее время в Телеграме возникают эти проблемы. Начинает прерываться чат. Саламу алейкум. Возвращаясь к изначальной теме с отказом от российского гражданства, интересно то, что многие люди, в том числе, наверное, и я, отказались бы с удовольствием от этого российского гражданства, даже если с точки зрения Жамбетова мы бы это не хотели делать, потому что так сильно любим Россию и это гражданство, то чисто из-за своего личного интереса многие бы отказывались. Просто проблема в том, что этот отказ от гражданства он настолько сложный, и интерес отказа от этого гражданства заключается в том, что если ты лицо без гражданства, тебя, естественно, не могут депортировать, так как нет страны, в которую тебя могут выслать. И у тебя открывается огромное окно возможностей. Ты можешь остаться в том государстве, в котором ты попросил убежище, на основании уже того, что ты являешься лицом без гражданства. Ассаламу алейкум. Тумсо, что думаешь насчет конфликта Абу Кавказа с Осетинским? Валейкум ассалям. Вообще ничего не думаю, мне интересна эта тема. Даже не вникал в нее. Тумсо, хотел узнать, вот, допустим, в Польше, то есть, ну, считают там врагом, ну, какую-то страну, допустим, в Грузии еще другую страну, то есть, ну, у каждой страны, то есть, ну, свои есть враги, то есть, ну, страны врагов. У Швеции есть какие-нибудь такие враги, которые, вот, ну, допустим, швейцарцы, ну, или как, ну, правильно сказать, то есть, ну, они их считают врагами, или у них вообще это отсутствует? Нет, насколько я знаю, нет в Швеции никакой страны, с которой они находятся в состоянии вражды. Единственное, Швеция сейчас с недавних пор вошла в НАТО, ну и, соответственно, теперь Россия – это стратегический как бы враг, соперник, точнее, не враг, стратегический соперник уже для всех стран, входящих в НАТО. Ну, это не идеологический, да, враг, то есть. Ну, теоретически, если, например, начнется столкновение уже непосредственно с силами НАТО у России, то как бы Швеция тоже будет участвовать в этом. Мама, Тумсо, а почему вы разные страны выбрали, кстати? Ну, это не совсем выбор был. Просто так получилось. Когда мы находились в Грузии, у Мухаммада получилось уехать в Германию, а у меня получилось уехать в Польшу. Ну, а дальше уже пришлось из Польши мне уезжать, и я оказался в Швеции. Короче, это не совсем выбор, это скорее необходимость такая. А не хочешь переехать в Германию, Тумсо, или наоборот, Мухаммад, чтобы к тебе переехал?
Ну, нет, потому что это не такая простая тема. Если ты в какой-то из стран получаешь убежище, то далее ты не можешь просто так взять и переехать. Понял, Башкугарис. Кстати, еще одна тема, которую они в этом голосовом чате подняли, это вопрос этих исламофобов чеченского происхождения, чеченоговорящих. И вот этот Акраман там прям подытожил ее, сказав, что факт, он сказал, что эти исламофобы выступают под флагом Ичкерии, то есть за независимость. И эти тоже, то есть мы тоже. Соответственно, они все это вот одно целое. Но дело в том, что после того нашего голосового чата, в котором мы изобличили одного из этих исламофобов, что он их человек. Первое, что он их человек. Второе, что он не живет в Европе, он живет в Чечне. То есть мы пробили его эти аккаунты, у него он заходит, во-первых, у него номера все эти российские, и заходит он, подключается из Чечни. Ну и плюс вы слышали, все были свидетелями, как только речь коснулась Кадырова, он там сразу затроил и потух. То есть после вот этого уже все, это утверждение, оно и так было абсолютно неосновательно. Но после этого оно становится и смешным, так как, чтобы быть исламофобом, не нужно иметь определенных политических взглядов. Они, в зависимости от того, где они находятся, они подстраиваются под необходимые политические взгляды. Но их основа – это вообще не политика, их основа – это ненависть к исламу. Их объединяет ненависть к исламу. Нету ли Наверное, черта больше Исламбека? ваши братья. Потому что то, чем занимаются кадыровцы, это борьба с исламом, с проявлениями ислама. И, по сути, если бы у этих была сила, они бы тоже делали то же самое, боролись бы с исламом. И еще они там такую интересную параллель провели. Они говорят, что вот Тумсо в одном из голосовых чатов его спросили, что с зиаратами что надо делать. Он сказал, в первую очередь эти зиараты нужно разрушить. Вот, говорит, у них одна цель, и эти хотят зиараты, слушай, и эти исламофобы тоже хотят. Субханаллах, это такая подмена жесткая. Тумсо говорит о разрушении зиаратов, именно мавзолеев, в качестве меры борьбы ересью с многобожием на нашей земле. А эти исламофобы, они наоборот хотят разрушить, уничтожить ислам на нашей земле. То есть я говорю о разрушении мавзолеев с целью сохранения ислама, с укрепления ислама, с целью укрепления ислама, с целью разрушения мест приобщения сотоварищей к Аллаху, с целью разрушения мест, где поклоняются кому бы то ни было, помимо Аллаха, чтобы уничтожить места, где приносят в жертву во имя кого-то помимо Аллаха. То есть моя цель, то, о чем я говорю, это я это хочу сделать для укрепления ислама на нашей земле. А эти построили эти мавзолеи и охраняют эти мавзолеи с целью ослабить ислам на нашей земле. И эти исламофобы, я не знаю, какая политика по поводу зиаратов, но если они
поймут роль этих зиаратов, они, как и вы, будут охранять их. Потому что зиараты – это то, что противоречит исламу, а, соответственно, это соответствует интересам этих исламофобов. Но суть тут совершенно разная. Исламофобы хотят уничтожить у нас мечети, хотят полностью ислам искоренить, потому что они ненавидят искренний ислам. И проводить такую параллель – это настолько дешевый ход. Кстати, еще момент. Они же себя родноверами называют, которые уходят к корням, к предкам и к тому, что исповедовали там тысячи лет назад предки, то в таком случае тоже идолопоклонничество должно, наоборот, вызывать у них позитивные эмоции, и действительно, они должны быть обеими руками за сохранение подобных мест, где нарушается этот монотеизм. И, в принципе, для них эти места, наоборот, должны стать святынями. Это на чем канале у них этот голосовой чат был? Какой-то канал. Маршо, кажется, называется, если я не ошибаюсь. Это, кажется, джамбетовская тема. Не, я имею в виду, где вот они собрались, последнее, то, что ты говоришь, с зелёнистом. Это какой канал был? Я и Маршал? говорю, это, да, Маршо он, кажется, назывался. Да. Еще одно, кстати, из ложных их утверждений в этом чате. Типа, суфиев надо уничтожать. Те, кто делают зикр, типа, нужно уничтожать. Вот, типа, мы такое здесь говорим. Очередная ложь. Опять они это, значит, делают это заявление, и потом на этом заявлении строится целая концепция пропагандистская. Вот они там, да, у них, значит, если они придут... И еще, кстати, ложь о прошлом, что якобы во время Ичкерии так говорили и так действовали, что якобы вот представителей суфизма там принято было уничтожать. Такая ложь несусветная. Ни тогда и никогда после не было подобной пропаганды даже среди лютых каких-то, бывает, радикалов. Даже вот среди ИГИЛ не было такого. Даже они не говорили, что их нужно уничтожать. Это вообще настолько прям вот лютая ложь. Легко настолько опровергаемая, кто в это поверит. Отношение к вот этим сектам, к различным муридам, суфиям и так далее, всегда у братьев было как вот у врача к пациенту, что они заблудились, их нужно как бы лечить, что им нужно объяснять. Всегда, наоборот, агрессия всегда исходила от тех. Им не нравилось. Как бывает больной, которому не хочется, чтобы его лечили. Всегда было именно так. А отсюда всегда дава, призыв, объяснение, красивое напоминание. Никогда не было никаких призывов, чтобы их что-то там с ними делать. Это просто на ровном месте выдуманная ложь. Они не покажут ни одного призыва какого-то, какой-то проповеди, ни тех прошлых времен, ни в современности, где кто-то говорит, что, да, значит, делающих зикр нужно там уничтожать. Нету такого. Томса, шведский язык выучил? Нет, шведский язык я не выучил. Правда, что он чуток похож на немецкий? Ну, да, он, во всяком случае, в эту языковую группу входит. Поэтому есть какие-то перекликания, и, наверное, шведский язык это такой. Тут что-то из немецкого, что-то из английского будет. Так, и если знаешь, скажи по-шведски «да». По-шведски «да» будет «я». «Я». Нет будет «ней». Так, этот Краусан же тоже не ответил прямо про Кадырова, мол, в политику не лезу, подозрительный Тиксон.
Ну да. Не, справедливости ради надо отметить, что из него мы все-таки выдавили как бы то, что уж мостовый был, что кадыровцы враги, и раз Россия тоже враг, он как бы это все-таки сказал. Ну, также справедливости ради еще и отметим, что он-то исламофобскую именно волну и не гнал. То есть я понимаю, что на это можно, с этим можно поспорить, сказав, что да, он сам не гнал, потому что за этого ему не позволили сделать, и он поэтому типа ошибался, возможно. Также то, что он сидит с теми, кто гонит, это понятно, что он разделяет. Но я имею в виду, он во всяком случае открыто этого не говорил. А более того, он еще открыто вообще себя сам мусульманином называет, в отличие от тех исламофобов. Он говорит, типа, я вообще мусульманин, просто я там что-то с чем-то не согласен, и вы меня поэтому не считаете мусульманином. То есть у него такая как бы очень такая умеренная волна в сравнении с теми реальными исламофобами. У него волна, он относил себя к мусульманам, но они относили его обратно. السلام عليكم ورحمة الله. عزيزي Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. nasıl mutlu şu? Определенную тему я хочу. Помнишь, да, всегда, что хоть ухо шо. Определенную тему я чуть варился. Вин сходи, нормально ходи. Определенно теме отвечу. Визит президента Сирии в Россию уже прокомментировали? Да, это мы уже прокомментировали. Реакцию Агуева на драку в Чечне будем комментировать, брат? Наверное, не стоит. Да без проблем. Без проблем. Меня эта реакция абсолютно не удивила. Я думаю, такой хороший повод, чтобы очередную порцию свежего мяса на передовую погнать. Конечно, они не могли его упустить. Это прям подарок для них. Поэтому меня это абсолютно не удивило. Assalamualaikum. Sun liini on teha söösensa. Алейкум ассалям. Savисан, насчет тебя, кстати, кто-то здесь что-то закидывал, но это было в шутку. А вот я поэтому даже не зачитал. Понял. Салам алейкум. Алейкум. Тумсо, ты не что-то говорил по поводу эфира, который ты был вообще в этом голосовом чате на 47 человек? Да, я как раз с комментирования этого чата начал. И по ходу Так этого на чата запись послушаю. да, что-то вспоминаю, комментирую. Я им как бы дал совет, что им нужно сделать, чтобы у них хотя бы больше 50, хотя бы там человек 100, чтобы собиралось. Мне кажется, там что из этих 47, 1 и 2 это точно мы с тобой, а остальные где-то человек 20 точно такого же мнения люди были. Не думаю, что кто-то их будет там слушать, зная это откровенную ложь. Вот и я приблизительно то же самое сказал. По моим подсчетам тоже там где-то половина это люди, которые находятся на противоположных убеждениях им и зашли просто, чтобы быть в курсе, либо там по работе что-то для себя конспектировать. Ну,
мне понравилось этот, как Джамбетов там говорил. Как у Джамбетова там появился один тип, я не знаю, ты его заметил, нет, с такими же убеждениями, как у Джамбетова. Но до того момента, как Джамбетов переехал домой, ты видел его? Забавно, ты точь-в-точь мои слова повторяешь, которые я здесь сказал. А, да? Ладно, тогда буду на запись слушать. Да, этот тип действительно, это был Джамбетов до отъезда в Чечню, чисто. Джамбетов, главное, Джамбетов, схлестнувшись с самим собой там, двухгодичной давности, Юксун как Дуал он, завелись. как он сильно с ним спорил. Тогда я этот момент не буду больше комментировать, лучше на записи послушаю. Я так понял, мы с тобой там солидарны. Мухаммад, салам алейкум, Аудеш. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ладу Шашу. Этот безбожник из их чата с ником Халиф говорил, что он собрал материалы и через несколько дней обратиться в комитет антитеррора, что тебя, Макалова и других жестко присунут к власти. Макалов, Ларлуш Харуху. Суискан хавен хуза уса ведда уже Италия. Дела сахаб. Diktāts diekaroč, amins sadiekar gučdēl tam bonācu attīšķan gergā. Как личку видеть на глазер. И сандахал бы оборону, что он Азович. Кстати, вот этот вот, который с тобой диспутировал, ДВ Алекватер, его и Халиф Мусликов был, что у него другой ник там в этом своем канале. Самое бюмо должна устроить, что вообще что дичь должен, что я веду. И там мегафон шел, канал, я что махаю крыгуйте. Во, хочу вянч она, ДВ вот, ДВ Ерксон ник, а вот те шей чача, Киютсон, Халиф всех Мусликов был, Ерксон. Дина, босо туча, это стаги, бол, там, дюзел, помадуйте. Весь день, откуда время вот так вот в чате сидеть? Том что, а этот момент про гражданство, это тоже ты уже комментировал? Это я даже вот интересный Да, момент. да, тоже комментирую. Сахаб просят спросить. Спроси у Макалова, откуда слухи, что он часто едет домой. Это мне, конечно, напомнил вопрос этого бельгийского Цуцуева. Том, что агент ФСБ ума олох, и он олох. Но все же. Ему интересно, Слухи откуда? появление слухов, откуда они появились, или езжу я домой? Вот, я так и не понял. Не понял. Нет, он уже как бы ставит это под сомнение, что ты ездишь домой. Он говорит, откуда эти слухи? Я все-таки думаю, что когда последний раз ехал, точнее, там, в аэропорту Стамбула один этот таможенник как-то косо на меня смотрел в этом, я думаю, все-таки он передал. Оттуда, скорее всего, пошли эти слухи. Фигуряем. Согласен. То есть турки виноваты. Скорее всего, да. Шоры из шоры. В аэропорту на Стамбул. Наур Стамбул Эларя. Ага. Невре Стамбул. А вот я Чорокса Неври Ионис. Неври Стамбул. И хуй новый аэропорт, я в Стамбуле, реально, шорт. Ну, а с 2019 года, с июля месяца, Европе реально, не знаю, откуда эти слухи пошли.
Но я думаю, что если бы я поехал бы домой, как бы я сильно не хотел это скрыть, это не получилось бы скрыть. Это я точно знаю. Этот вот, Гражданство отказался, ты вот это лучше нам расскажи. Sāb mazliet vīro pacēts. Я представляю. Ну, зрачки еще, джекпот, ты знаешь, что их там было. Дела и исламофобский, и компашкет. Цен iPhone 6 тысяч евро. Да, ты вообще смотрел, предлагал? Ага, это юцеряст уже. Тут там не получится. PlayStation штука продается как раз здесь, нихуя Тор и Шваболш играешь, Театлш, думаю, будет интересно. Про Кстати, Вальгал. подняли цены на PlayStation здесь, в Америке, из-за тарифов на $50. Брат, А в если Испании, хуза, по 20, по 200 евро, думаю, PlayStation 5, 550 yok, с диском, которая версия, а Pro вообще 750. Шерзот, я думаю, вы могли бы с Агабом бизнес наладить. Ты сейчас найдешь их где-то в Walmart, закрывающимся по 250, и вы можете их по 300 продать здесь, атеистам, в Европе. Да ладно, вот эти, их называют здесь это скальперы, от слова скальп, то есть ты, ну, когда ты человеку скальп снимаешь от индейского, их называют скальперы, это у них целый бизнес, они вот так вот по всем этим магазинам ездят, которые там распродажи или закрываются, покупают за бесценок, и потом сразу на Фейсбуке выкладывают за большую цену по продаже. Целый бизнес. Разрешен. Salam Elias, assalamu alaikum wa rahmatullah. И что кайсан беш, да, курчула леташ бац свадьбе. Царя 30 сек уже фронты дава, даже на бок. Генишо позиш. Ну, Агуи уже это не скрывает, он же говорит, что ну, все, кто там участвовали, что их отправят в Украину. Там какое-то голосовое уходит. Да, сейчас там пишут, что 30 человек отправили. Скажем, Багандол, Шаошбита, Украины, Лачупис. Дэн Дакка, да, блин. Мне больше интересно, вообще, что они там не поделили. Почему эта массовая драка произошла? Раком Джоуэр Бадыга, Чхан Буту Оцел, что это очень. Бела, потом драться, с ней кто не вонча. Амелио обидела, удала, он билдер. Нет, это не такая, это не стандартная ситуация. У нас очень давно такого не происходило. Это массовая как бы драка, это же не просто два чувака что-то не поделили. Там, ну, как минимум человек, я не знаю, 30 в этом принимают активное участие. Я не знаю, я так и не получил информацию, что это конкретно произошло. Один вообще прям очень сильно хотел ворваться. Не, камашан капот тревел, Я думаю, я не помню Самое последний раз, когда у интересное, нас когда такая бы это массовая свадьба. драка была. Казалось бы, свадьба одна, Воушер, Бойшкал, Бешпат, Шабеш. Как это у них так получилось, блин? Ну что, и в Кубе ходил момент. Помнишь в этом голосовом чате то, что он сказал, что военный шестак, я был, в общем, момент
Да. Пускай вот в этот момент ал границы кайсы хую говорю. Это не актуально. Tuntunalar çoğuyla mesela коротко объяснить и да момент Алла, шагали. ты прервался. Еще раз скажи границы, не понял И я. момент Хезерсон Баресом. Мне пришлось выйти с этого голосового чата на минут 10 просто в этот Нет, вот момент. тот тип, короче, этот отъезд Джамбетов до отъезда который, он, это началось вообще с того, что Джамбетов проехался по всем европейцам. Он сказал, типа, европейские ночи, здесь все врут, что им угрожает опасность от кадыровской власти, и вот и они должны, типа, покаяться за эту ложь, туда-сюда. Они получают дома пособие, они там врут, получают документы, потом там получают социал, потом еще в наглую приезжают сюда, к той власти, от которой они якобы бежали, и здесь еще получают пособие. В общем, он проехался по европейцам, и тот, как бы, Джамбетов 1.0 версии, он ему говорит, не сахид, а Бог. Потому что я считаю, что подход должен быть такой, какой был озвучен Евкуровым по поводу Ингушетии. Евкуров сказал, что это вот, что бы они там ни говорили, это наши граждане, наши соотечественники, и это хорошо, там, что на осалвается андирду, что-то такое. Иштхилбиз алхитсон, цель наша Иштхилбиз алхитсон, а вот так, короче, с этой темы заехал. Но Джамбетов Не, я имею в все виду, равно после стоял на того, как своем, он сказал они его Джамбетов ему. то, что это как в качестве примера их это не обидело по поводу Евкурова, но мом Эйлерса и момент Хаттерса. Цейвер, Евкуров, Цейвер. Джамбетов просто дальше на своем стоял, говоря, типа, у тебя есть право на свое мнение, мое мнение вот такое. Я считаю, что не имеют они права жаловаться на местную власть. Там с самого начала был или после моего месседжа? Ну, до твоего там мне на бот скинули, но и не с Просто самого все, начала. любого на диспут был, что Хейрмова Лири, Цундай был Этот момент я не поймал насчет любого на В диспут. самом начале у них было любого, они звали на диспут, потом эта тема ушла с этими диспутами, но потом опять Джамбетов начал эту тему, но потом Чингис сказал по поводу атеистов, еще вообще кучу объяснил, это ел, и как-то так они замяли этот вопрос. Но в самом начале он прям жестко звал всех на диспут, и тебя, и всех, короче. Человек хапой кушур. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Валейкум салям, рахматуллахи баракатух. Что, как дела, Тумсо? Все прекрасно, брат. Хвала Аллаху. Альхамдулилля. Дагде амбициозно. Очень общий знакомый Свигдуич. Короче, как-то было совещание у всех командиров. И все там собрались, и Кафыров Ачуалай, до того, как там они собрались, и он говорит, я сверху сижу и смотрю, что-то, короче, 5-6 человек таких козырных командиров собрались и что-то смотрят, понял, и штыгул был. Я говорю, интересно стало, что они смотрят там, то есть, и раз я, говорит, взял телефон и приблизил, телефон или камеру, не помню, что, приблизил, короче, раз я взял, приблизил, посмотрел, Тумсо эфире кошмар. За эфире кошмар, командир. Интересно, какой именно из эфиров, что именно они смотрели с таким интересом? Кайдуцер Мадарасан. Шамана, Викиха, Тюш, Хайна, очень хорошим сахил. Заваса, что верно, свой дыч, короче. Самый Мамот, интересный командир был, а ты я не знаю.
Выжидалось, если я кого-то перебиваю, он бях мобилышен. Цехеш хайнаби халталышен, а потом опять это будто зависает момент хулишен, бях мобилышен юбикне. Сага проблем, я твистил, братушка, совейлер. Я сегодня думал, что нашел этого нового Мехда. Потому что ты видел эту в Инстаграме страницу этого Закриева? Сейчас я тебе скажу. Нет, не видел. Короче, есть такая страница Ибрагим Закриев. Он, короче, подписался на какого-то Адалаева Моусора. И вот, сейчас я тебе покажу. Вот эта страница. И вот он на него подписался, и прочитай описание, что он пишет в описании. Воша, а что хочу сказать? Вообще нет сомнений, то, что они все смотрят тебя, отвечают. Так, этот Адалаев Моусер, это не тот, который с Канады? Нет, он Цейруна, сейчас я его тебе страницу тоже. Все, это все. Не, описание. Он Ибрагим Закриев подписался, и описание дал Сидалат Аларми Мехда. Описание моя, это же, по-моему, коммент. Ну, он подписал это, он выложил к себе на страницу этот скриншот, что он на него подписался. В чем пост, это не комментарий. Ага, Это подпись, он это его... подпись. Да, Понял он я, подписал, понял, что он ага. на него подписался и подписал этот пост. Дал Короче, Сидалат страница это он этого Закриева Аларми называет Мехда. Мехда, правильно? Ну, эту страницу он называет Мехда. Хотя Мамад мне потом сказал, что на этой странице ничего кроме Кадырова нет. Но описание и никнейм Закриев, Ибрагим Закриев, у Кадырова вообще отдельно другая страница. Но Закриев Мехда у Боксан и Чухаса Нюхсует. Давуда Пулшум Дуйтер, ЛБР. А это новая страница Рамзана Кадырова, ее уже рекламируют. Томсо, наверное, видел, президент Сирии и России встретились, наверное, обсуждались какие-то стратегические договоры, например, военные базы и так далее. Как мы знаем, очень много чеченцев помогали Сирии, и многие из них погибли. Также очень многих виновных и невиновных посадили, объявили в розыск и так далее. И еще многие наши чеченцы сейчас сидят в тюрьмах в России, в том числе и те, кто оказался там еще со времен русско-чеченских войн. Очень много наших воинов получили большие сроки. Наши могли бы попросить освободить наших воинов, которые сидят в тюрьмах России, хотя бы с условием, что они не вернутся на территорию России, а будут выведены в Сирию. Дал бюта. Дал бюта бусул мабариш, и тем более уикентиш кезик ацехегнерцига. И еще вопрос, можно ли взять европейское гражданство? Слышал от некоторых, что это нежелательно, хотя сам я так не считаю и думаю, что наоборот нужно взять. Так, я по поводу гражданства, я вообще никаких проблем не вижу. Конечно же, надо их брать, если есть такая возможность. А вот по поводу первого тобой сказанного, я здесь не понял вопрос в чем. Ну да, дикардарис, как бы, если ты спрашиваешь меня, хорошо бы было бы вот так вот вытащить из тюрьмы людей, да, было бы хорошо. Ну что, оказывается, я просто не могу эту страницу найти, эту 8-миллионную страницу их в Инстаграме, оказывается, тоже снесли. Наверное, поэтому сейчас эту рекламируют. Какая жалость. Все, что было нажито непосильным трудом, все Ну пропало. ладно. Столько денег они туда потратили. Конкурс, ешь, кидешь. У Тамаева там 10-20 машин разыгрывали, чтобы на эту страницу людей подписать. Столько всего они туда сделали. Все равно они рвутся в этот загнивающий Запад.
Schön sammaili story in diehtä bol schulildo har. Hayır böyle işte. Вот слушай, что учится, и сельчего езер, да, стохом. Hej страницу разнести. Петушахи. Ой, щичуац. Ну, что, сажохас, это лунзун, петушах. Ой, шичватство. Вэшич вас, тхэшич вас. Не, и это петушах имя, на самом деле, не я ему дал, я его впервые услышал у Анзора Масхадова. Анзор где-то что-то то ли комментировал, то ли эфир вел, я не помню. Где-то он говорит это петушах. И, в общем, я оттуда это взял. Авторские права не у меня. Ну, я понял. Но я слышал это от тебя просто. Что-то Анзора в последнее время, потому что, или это всегда так было, что-то мало его видно, как будто нет. Цана гуш моваться. Мало я чьи, вообще не видел его давно. Ну, я думаю, в целом, я думаю, с ним все нормально. Это вы про кого? Про Анзора говорите? Да. Ну, он у меня в друзьях в Фейсбуке, я бывает переписываюсь. Бывает переписываюсь с ним. Он отвечает тебе? Да? С Джамбулатом Сулеймановым созваниваюсь. Ничего Бывает. себе. С Ибрагимом Ягановым тоже постоянно на связи. Я чуть было не подумал, что ты скажешь Янглбаю. Не, Янгулбаев нет. Яганов Ибрагим. Ибрагим с Наганом, МЛО. Яганов. Что вы так издеваетесь? Ибрагим, Всю войну прошло, я без Нагана, заешь, Ильяса? Ибрагим с Наганом Забара. Чего вы так издеваетесь? Не, брат, Аллах, я не издеваюсь, брат. Шутим. За что так? Не, мы приносим чуть-чуть сарказм в эфир, это нормально. Доза. Ясно. Всем послышалось Ибрагим с Наганом. Яганов. Вы что, не слышали, что ли? Тумсо не слышал про Ибрагима Яганова? Нет, я не знаю, кто это. Это черкесский деятель. Вот вы за Ичкерию, а мы за Черкесию. Черкес, да? Сигарет барме? Полный Черкес вперед, полный газ. Поддержка. Адыга. Знаете такое? Адыга. Адыга, way. Аемо. Кстати, как у вас там в Карачаево-Черкесии? Там же тоже у вас смута была лет 15 с деревом, кто там еще у них был? Этот Деров, этот Семенов, они все кремлевские цепсошники. Такие же, как и Кадыров. Это такие же предатели. Тут, как тебе сказать... Брат, тут за Кадырова так не говори так, за Кадырова тут в смысле предатель. Хорошо. Я скажу, Кадыров супер предатель. Ну, другое дело. Это другое, да, дело. Если привести аналогию с теми мунафиками, которые жили среди пророков, он не делал интервью. Как мы видим, среди нас живут такие же мунафики. Вопрос, к примеру, ты знаешь одного такого мунафика, который называет себя мусульманином. Вынесешь ли ты ему такфир? Я этот комментарий зачитал, потому что ты его второй раз написал. Я один раз его проигнорировал, ты его второй раз написал. Я еще раз его игнорирую, потому что твой вопрос, он непонятен, он некорректен. Как я могу вынести такфир тем,
кому не выносил такфир сам пророк, саллаллаху, как это понять? И как ты себе представляешь, как я должен узнать о том, что они мунафики? Пророку-то это сам Господь миров открыл, сообщил ему через ангела, что они являются мунафиками. А как я могу об этом узнать? Вот как ты этот вопрос сформулировал, субханаллах? Ну, ахы, как сказать. Если Аллах Всевышний не выявит этого мунафика, Вопрос как был мы ему такой, почему вынести такфир? наши... Это тоже глупый вопрос. Вопрос был такой, почему наши не скажут сирийского лидера, чтобы он добился освобождения наших заключенных войн, Сапайт хуг бохуш да ихаш мабаритиг или ойки махбатига шейтуна бехач от стири. Просто ишт кортчу дихсун раски рез Хайбар, если это какие-то договоры будут у них России и Сирии и поставят условия. Но откуда ты знаешь, может, Элла, может, ему это сказали, может, он это сказал, а может... Я не знаю, как тебе на этот вопрос ответить. Аллах, у меня нет никакой связи с Ахмадом Аш-Шара, ни с ним, ни с кем-либо из его окружения. Я не могу это ему в этот момент занести. Там есть чеченцы, которые находятся там, знают его лично, столько лет там бок о бок с ним вместе прошли. Но я думаю, они эту тему, наверное, поднимут, если есть такая возможность. Эй, что за странные вопросы задают тебе, ахы? Ты сейчас на стриме, Тумсо? Это как понять? На стриме, блог ведешь, блог сейчас. Или не ведешь? Или не ведешь? Брат, не хочу тебя обидеть, но как-то глупо вопрос. Ты стрим ведешь или ты прикалываешься? Не, я просто спросил, ну, вот этот вот, как это объяснить, стрим или, Эфир ну, ты имеешь в виду? видеообращение. Ну, видеообращение, да. Ну, каждое воскресенье бывает эфир на Ютубе, и на основном канале ролики тоже бывают у него. Если Да, ты вот правильно. вот за это я и спросил. Том, что Это просто неправильно как-то. Как-то непонятно, Поэтому, может быть. Слушай, я вот честно не могу понять два типа людей, которые каждый эфир на основном канале, что здесь, что на Ютубе, пытаются сделать две вещи. И вот за эти долгие годы они этого не поняли. Почему? Есть вот эти два типа людей, которые все время пытаются, чтобы ты кому-то вынес такфир, что хотя ты никогда этого не делаешь. И второе, ты всегда говоришь, что ты не любишь давать прогнозы. Но опять-таки люди бывают, которые не теряют надежду, чтобы ты на что-то дал какой-то прогноз. Почему за эти долгие годы они не перестают это делать? И еще как дают, мы что в кахе год. понятия не имею. Ну, действительно, дамдо что. Озвучь, что есть вариант, может, если 1000 чеченцев напишут к нему обращение, может получиться про чеченцев на его контакты, электронная почта, Инстаграм и так далее, как вариант. Нет, я не буду это озвучивать. Как я сказал, я считаю, что там есть, в его окружении есть чеченцы, которые не меньше пишущих здесь комментарии переживают за наше общее дело, в отличие от нас, они своим потом, своей кровью
это доказали. Я думаю, они сами при малейшей возможности эти вопросы поднимут. Допустим, твой близкий друг говорит тебе, что не признает некоторые аяты и хадисы, но говорит, что мусульманин и ведет себя как мусульманин. У меня не может быть такого близкого друга. Ты что-то перепутал. Человек, который говорит, что он не признает какие-то аяты, моим близким другом не будет. Даже ищет примеры на таких дочь такой. Вот тоже. Кстати, Тумсо, я заметил на этой регистрации, которую возглавил этот Амир Сугаипов, даже на этом они умудрились впихнуть эти свои э, тонкости, или я не знаю, как это назвать, вот эти номера. Сейчас слушал, там же порядковые номера идут. Например, Тамаев чисто случайно получил номер 777. И вот другие популярные блогеры тоже вот. Сутя Хасан. Царь что царь ложь. Ты не допускаешь, что просто могло так повести, да? Нет, ни в коем случае. Что рандомно получилось так, что в Тамаева 3 семерки попались. Я думаю, чисто повезло ему. Удачный номер 7 кино есть с Брюсом Уиллисом, кстати, хороший. Меня больше удивляет, что люди в 2025 году до сих пор не отошли от этой номерной истории. Вот эта погоня бывает за этими номерами. Вроде бы уже и возраста не те, и столько времени прошло. Давно уже пора было повзрослеть, но нет. Tonsor ei Kadīrovci švakkur mēcun, kuču sabolkuš cēta, dokumentāti, tā nekāds tā galvēl, es runāju, žaukēt, tā izču cilvēku. Harčkana, и что занесло еще что? Жалко, так даже они обходят теперь Ja, стороной. это есть швабра, абонсами. Масло делаешь, это есть. Не, дома будешь, кучу, понятно. Так, пелашбу. Kāpiešieši, maderi zēpiešieši, kīt. Biedak. Nisu, cučā, нет, камел надойца. Кучā. Сацусу шкувы, историшек, из Ахкина нацу, наш. Sahab, jo, iPhone, sevi ehkä nähty, lisää badia. Sahab, cusuš, miš vēnā, jo, iPhone, sevi ehkä nähty.
Народ 397 душ, и все молчат. Субханаллах. О чем поговорить? Давайте знакомиться тогда. Боятся, видимо, говорить. Я сейчас в Гаграх нахожусь, я не боюсь. Но ты ведь понимаешь, что среди нас есть такие люди. В обществе их знают как мусульман, на узком кругу могут знать, что он мунафик. Я не боюсь, но я опасаюсь. Не высмеивай вопрос. Это нынешняя реальность. А вопрос в чем, я не понял. Ты ведь понимаешь, что они есть, но есть, они даже не скрываются, в принципе. Ну, точнее, наверное, есть те, кто скрывается, а есть вот те, кто уже обозначился. Я только не понял, в чем вопрос. Ты до этого сказал, если такой человек окажется, то есть если это мой близкий друг, я тебе ответил, что мой близкий друг не может быть. То есть человек с такими убеждениями не может быть моим близким другом. Я не высмеивал вопрос, это был ответ искренний. И твой вопрос, наоборот, был очень, мягко говоря, странным. Если ты считаешь, что у меня может быть такой близкий друг, то интересно, какого ты вообще мнения обо мне. Где я тебе дал повод думать, что у меня могут быть такие близкие друзья? И вообще понимаешь ли ты, что такое близкий друг? Что ты вкладываешь в это словосочетание? А вопрос в чем? Тут я тоже не понял, вопрос в чем. Братья, у меня микрофон сам выключается или кто-то мне выключает? Нет, я тебе отключаю, когда ты не даешь. У тебя, я не знаю, как у тебя работает Telegram, но ты в какой-то момент почему-то начинаешь всех игнорировать и чисто что-то говорить, несмотря на то, что идет разговор. И поэтому, чтобы ты не мешал, я тебя выключаю. Извиняюсь, не буду больше. Переношу извинения. Принимается. Ну что, чат на русском, как я понял, да, чтобы все понимали, в принципе. Ну да, на этом канале у нас чаты на русском всегда. А на том партийном бывает на чеченском. Скажи, говорит кадыровцам, что ты не будешь упоминать отель, а то тоскливо без них. Я вообще этот отель сам никогда не упоминаю, пока они не начинают на эти темы ниже пояса что-то говорить. А когда они начинают, то, ну, разумеется, мы им сразу же напоминаем про грязную отелевскую дубайскую историю. Если, субханаллах, даже представить, понимать, двух самых близких, казалось бы, людей завалили, и как ни в чем не бывало. Как будто как вот так просто легко. Это не суть твой близкий друг мой. Вопрос в том, можно ли, по твоему мнению, ему вынести такфир. 100% знаешь, что он мунафик. Ты неправильно понимаешь это определение мунафика. Потому что тот человек, которого ты описываешь, он не мунафик. Мунафик – это тот, кто скрывает свой куфр. А люди, которых ты описываешь, они не скрывают. Если он в своем окружении открыто заявляет, что он, например, не принимает какие-то аяты,
открыто не принимает какие-то предписания, которые, непринятие которых человека выводит, то такого человека они называют мунафиком. И здесь вообще не стоит вопрос его как бы такфира. Он по умолчанию уже как бы сам себе его выносит. Мунафик – это тот, кто вообще никак ни видом, ни своим действием, никак не подает никакого вида. Ты никогда не узнаешь, что у него в сердце, понимаешь? Ты можешь там что-то предполагать, догадываться, но внешне он будет полностью соответствовать мусульманину. Такой человек является мунафиком. Томсо пишут, что вот эти 30 человек, которые были в драке в Курчевой, их уже на фронт отправили. Не просто там задержали. Они уже где-то на фронте. Томсо, когда мы дома были в Ольцах, Марк Дошлер, помнишь, ويوقع شيش ويتساني أحمد ديدات بات تلديق وتنت الوثق أوصل. Помнишь этот момент? Нет, не помню. Короче, бусал боч полоц нах бацарях брат олцу ох дуал вали дегдался. Ну да, у деда-то была эта тема, он спорящих с собой священников, например, он называл их братьями. جو خاصية يوم بعدك ديزا دينا لا تعهم عادش مع شغل ربطهم سوينا сразу. Так я же говорю, от общества он скрывает это. Но я, к примеру, узнал каким-то образом, что он является мунафиком. Но если ты это узнал, значит, от тебя это не скрыто. Для тебя же это перестает быть тогда скрытым. И он для тебя перестает быть тогда мунафиком. Он сразу же определяется как человек неверующий. Повторяюсь, в обществе его знают как мусульманина. Я не совсем понимаю, ты что ты хочешь спросить. Если ты это узнал, то для тебя он перестал уже все, его вопрос, то есть сама вот эта дилемма, она для тебя перестает существовать после того, как ты узнал. Знание, это значит, для тебя это открылось. А те, для кого это не открылось, у них этого вопроса нет, не возникает он, понимаешь? То есть, если ты меня относишь к тому обществу, перед которым он скрывает, то мы-то и не знаем о нем ничего. Для нас он будет мусульманином. А для тебя, для которого это открылось, для тебя он перестает быть вообще, он уже для тебя, вот ты знаешь, что он перед людьми там лицемерит, для тебя он перестает быть просто лицемером. Все для тебя определяется. Как человек, который не является мусульманином. Томсо, мотоцикл, болезнь, переболел ты, да, уже, походу? Вообще переболел Ихаун. Причем давно у меня нет даже какой-то, я не знаю, тяги. Где-то даже если вот он, возможность там появилась бы на нем прокатиться, вот нет интереса к нему. Вообще все это как бы ушло, пропало куда-то. يلا حسن
реально чуйкал, что ты алил пуш, и хах пуш. Сухена, по крайней мере, войну плацава, это реально прибыли меня Тогда плачь. какие у меня с ним должны быть отношения? Я не знаю, в зависимости, кто он тебе. Никаких, наверное. У меня-то с таким человеком не было бы никаких отношений. Все-таки, Жуах брат, вообще насколько адекватно наше мировоззрение? Большинство хотят свободы дома или просто нам так кажется? Сагуш дерг киду, если не ответишь, значит пропаганду ведешь. Твое видение, то, что ты говоришь, сагуш дерг киду, здесь тебе надо было добавить, что он сагуш дерг киду. И потом тебе нужно понять, что твое видение, то, что ты видишь, это максимум твой круг общения, с которым ты общаешься. И если я тебя попрошу назвать число людей, то это число не будет даже трехзначным. Поэтому, исходя из своего вот этого узкого круга общения, ты не можешь такую социологию выводить. А так сам вопрос слишком обобщенный, чтобы на него давать ответ, типа, какое наше мировоззрение. Но здесь нужно, наверное, уточнять. Братка Хасана, братья, отец, от них что-нибудь, какие-нибудь вести есть, нет, или ничего пока? Нет, вообще никакой нет новой информации. Я к тому, что пророк ведь тоже знал, что те люди являются мунафиками, и тем не менее не вынес им такфир и вел себя, как и с остальными мусульманами. Потому что это немного другая тема. Он знал то, что у них в сердце, а не то, что они показали. Пророк, саллаллаху алейхи, с теми, кто показал свой куфр, не вел, то есть он не скрывал это от людей. То, о чем ты говоришь, это относилось только к тем, кто никак внешне не проявил, не показал, но пророк саллаллаху знал то, что у них скрыто в сердце. В наше время никто этого знать не может. В наше время мы можем знать только то, что нам показывают. Поэтому эта аналогия, она неуместна, она не подходит. В твоем случае, если тебе стало что-то известно, то тебе это стало известно, потому что тебе показали. От тебя это не скрыли. Ты не узнал то, что в сердце. Ты узнал то, что тебе показали. И это совершенно другое положение. Провести прямые эфиры в Инстаграм и ТикТок пару раз хотя бы, это не актуально для тебя? У меня нет Инстаграма, который бы я вел, публиковал. А ТикТоком я вообще не пользуюсь. То есть у меня там даже левых никаких аккаунтов. Вообще никакого присутствия у меня нет в ТикТоке. Поэтому да, это для меня не актуально. Упомянутый Джамбетов 1.0, если возможно дать какой-то намек, это общественный деятель, блогер, торговец. Я понятия не имею, кто это. Это был просто голос человека. Мне он не знаком. И я не думаю, что он известен широкой общественности. Может где-то в каких-то, я не знаю, группах купи-продай, может быть, его и знают. Но нет, это не кто-то из известных людей. И там он не представлялся своим именем, у него какой-то ник просто был. Смарт, по-моему, назвал. Ник был. Собор, брат, вопрос куфра очевиден и на словах, и в действиях. И не нужно быть особенным ученым, чтобы определить, кто-то говорит «я не молюсь», вера она в сердце, и Путин говорит то же самое, а на основе этих признаков долг каждого мусульманина выносить такфир. Окей, Аллах ва маварху ишт, и он между нами тех,
10-4. Валлахи вархун иштхалх. Вообще не понял я этой претензии. Причем здесь вообще это? Если это ты написал к тому, что было, мы обсуждали по поводу этого мунафика, то, что мне человек писал, то здесь вообще не об этом речь идет. Ты, походу, вообще не понял, не вник в его вопрос. А вот это, Аллах, Умар иштмух, в смысле, то есть ты так говоришь, как будто и раньше у меня были какие-то убеждения, от которых я сейчас отошел, но я не понял, какие у меня были раньше убеждения, от которых я отошел. Это можно как-то? С пруфами, с каким-то, я не знаю, обоснованием, доказательством. Я никогда вообще не играл с этими вопросами такфиров, какие-то публичные определения каких-то людей там и так далее. Я, да, конечно, вот эту бригаду Кадыров, Иудов, Делимханов и прочих я без проблем по ним, конечно, выношу. Но далее обобщенные какие-то такфиры или просто чтобы там по именам для себя какой-то список составлять, никогда этим не занимался, и меня никто не может в этом упрекнуть. Всегда наоборот, как уходил от этих тем, когда меня кто-то пытался меня там завести вопросы о правитель Саудовской Аравии, там, как бы сразу уходишь. Вообще не моя эта тема. Нет, не на основе прежней темы. Казалось, вот-вот ты поднимешь меч, и очень жестким был. А можно как-то это самое с какими-то, я не знаю, примерами? Валейкум ассалям. Вопрос по теме. Можно. Давай. Человек, называющий себя чеченцем, мусульманином, поднявший российский флаг, является ли муртадом? Ну, и просто из-за того, что он поднял флаг без каких-то уточнений, конечно, я так не скажу никогда. Но в целом это, конечно, очень подозрительный момент, если он поднимает этот флаг. Поднял флаг, говорит, что чеченцы погибали за Россию, что Россия родина, что он русский и так далее. Короче, я воздержусь от ответа на этот вопрос. Как я сказал, мне недостаточно того, что он там поднял просто флаг, чтобы ему что-то выносить. Что должно быть сопутствующим? Должно быть очевидно, что он именно, что он поднимает его идеологические, Ну да, выйдя из пророссийский ислама. черв. Что там Там не музыкальный. вопрос, что это не вопрос как бы его неосведомленности, там, его невежества. Там, в общем, много таких моментов, которые я бы уточнил. И Насколько не я понимаю, торопился. там же еще условия должны быть, что этот человек, примкнув к неверным, совершает именно зло против мусульман. Там это тоже условие есть. Именно компонент зла или урона мусульманам должен присутствовать. Нет, на самом деле не обязательно. Человек, наоборот, может никуда не примыкать, вообще быть как бы не вредным в целом для мусульман, никакого вреда не приносить, но быть полностью идеологически, иметь убеждения, как не мусульманин, вообще без проблем. Не, я имел в виду, чтобы именно муртадам, что вот этот лейбл прикрепить. Там, по-моему, какие-то еще условия есть.
Это все лоялизм и адаптация, как и ашшара. Это нормально, но просто халк чох жесткий варха, и это заряжало всех. Ты знаешь, пока это все просто вот воздух. То есть ты это все говоришь, но ты не подкрепляешь. Ты ни одного примера не привел. Вот ты раньше, значит, был на вот этом, и ты теперь от этого отступил. Раньше у тебя вот такие были убеждения, сейчас они у тебя другие. Ни одного примера ты не приводишь и говоришь, вот халк жесткий вар. Ну, окей, ну, это, наверное, твои ощущения, но не более того. Это как бы А при просто чем то, тут как ты Ашара? это, может быть, видел или чувствовал. Но это не основано на реальности. Если говорить о каких-то там оборотах в речах и так далее, может быть, я с опытом научился разговаривать как-то дипломатичнее. Такое я допускаю. Но именно что убеждения поменялись, ну, такой пример надо привести. Допустим, вот если мы говорим сейчас на эту тему, вот раньше ты такому-то такфир выносил, допустим, а сейчас ты не выносишь. Можешь мне такое показать? Нет, я в этом вопросе, в вопросах религиозных, у меня абсолютно не изменились убеждения. Каким я был 10 лет назад, это я такой же и сейчас. Я и 10 лет назад не игрался с этими вопросами такфира. Я и сейчас с ними не играюсь. А так, Путин тоже как бы стал либеральнее, как мы видим. Раньше бы кричал, что этого Ашара надо в сортире мочить, а сейчас принял его в Кремле. Там. Ну, он, видишь, с возрастом мягче стал. Ну да, дед как-никак. Свободен, юрвел, еще убеждение, что Кстати, прикольно он там начал задвигать, что давно дипломатические отношения, что такие тесные связи с Сирией. Я думал, он сейчас скажет, там у вас утюжили вот буквально пару лет назад. Кстати, прикольно будет посмотреть лица муфтиев, которые там кричали о терроризме. И тут тот самый, кого они там поливали, тут раз с их батей встречается. Кстати, у вас там в Европе что популярнее, Xbox или PlayStation 5? А как это проверить? Я не знаю. PlayStation 5. Все, игроманы оживились. У нас полный круг у нас сейчас, и атеисты, и игроманы теперь вошли, да, в чат. Не, только на мобе вот электронные. Атеисты уже были, что ли? Сегодня не было пока еще. Может, зайду попозже. Они обижаются, когда говорят атеисты.
Они Ты видел, агностики, как по-моему. Чимаев обиделся на Что-то в русского, этом что роде. тот назвал его не российским чемпионом UFC? Чимаев на чеченском подкасте там говорит, что это его задело. Нет, я это не видел. Я Я видел все это. никогда не смотрел подкасты с Чимаевым. Но если его задело то, что его кто-то назвал нероссийским чемпионом, то ну что поделаешь. Да его Петр Ян назвал, а Петр Ян сам китаец на самом деле. То есть его дед был китайцем, соответственно, отец и он. И Чимаев сказал, что не китайцу говорить, типа, не китаец будет называть чеченца не россиянином или что-то в этом роде. Какой занятный конфликт, да? Китаец и чеченец спорят о том, кто из них больше российский спортсмен. Да. Как это круто. Кстати, Анкалаев проиграл, да, свой пояс? Да, что-то говорят, нокаутом его срубили. Да, в первом же раунде. Да, мне кажется, вот этот рефери Орбдин, он вообще, у него репутация, что он быстро останавливает бои. Мне кажется, надо было чуть ему там подождать. Дать его добить, чтобы он его вырубил, да, до конца. Ну, хоть так. Он его забивал уже, Надо там было уже его добить. Анкалаев уже ничего не видел. Кроме муфтия Ахмада Афанди, да. Да, ведь, наверное, у него видение было в этот момент. Кстати, здесь в Америке вот эта тема развивается, что этот их менеджер есть, этот вот, как его там, Абдул-Азиз, по-моему, зовут. Да. Что он, короче, там где-то фотографию нашли его, когда его арестовывали, он в оранжевой, в тюремной этой робе. Типа, говорят, что он был одним из участников этого 11 сентября. Либо атак, либо в заговор. Да его бы давно уже скрутили, если бы он как-то был. Это чисто черный пиар, походу. Кстати, еще одна контроверсия сейчас идет, набирает обороты. В Саудовской Аравии был какой-то фестиваль комедии, и они там собрали вообще самых топовых американских комиков, там сейчас самых больших тяжеловесов, там 40 или 50 комиков американских туда поехали участвовать в этом Comedy Festival в Саудии. И местные либералы здесь сейчас, короче, на них бочки гонят, типа они лицемеры, ну, здесь высказываются за то 3-8, а типа в Саудовской Аравии вообще никаких прав нету у людей. И вот эта тема с Джамалом Кашоги, что они его там в посольстве в Турции, что там с ним сделали. Короче, Четвертовали. да. Короче, сейчас все либералы американские, ну, не обязательно либералы, ну и там центристы, так скажем, сейчас с этими комедиантами вообще очень разочарованы, что типа они взяли деньги, поехали в Саудовскую Аравию выступать, какие типа лицемеры. Пить безалкогольное бренди. Да. Кстати, вот что интересно, вот Саудовская Аравия вот всеми правдами и неправдами привлекает, ну это вы и так это знаете, я ничего нового здесь не скажу, наверное, всеми правдами и неправдами привлекает весь этот entertainment, и спорт, и комедию, и все. Вот они сейчас везде у них, во всех у них руки. И гольф они тут организовали тоже эти в Америке. Ну, они пытаются занять место Дубая. Только слова правдами и неправдами я бы заменил деньгами и деньгами. Ну да, деньгами и деньгами. Да, конечно, сейчас это саудовские деньги здесь вообще повсюду, и они, я не знаю, вот какая цель и конечный у них гол, я не знаю, конечно, или чему они это хотят все привести, но они во всем, короче, вот этот
и боксинги всякие, вот эти ММА, все там у них, короче, происходит. И сейчас они Activision, не Activision, а Electronic Arts, есть это одна из самых больших гейминговых студий, ее вроде выкупают тоже. Это все во благо мусульман стараются. Да, они, короче, диверсифицируют портфолио свое, инвестиционное портфолио. Да-да. С нефтяной иглы надо переходить, пересаживаться. Ребята, я по поводу этой Сирии, я уже высказался. То есть тема встречи президентов Сирии и России, я ее прокомментировал. Но вот вопросы, которые вы дальше насыпаете уже про какие-то внутренние сирийские темы, и я их и не зачитываю, и не отвечаю, потому что я не готов заходить в обсуждение того, о чем у меня нет знаний. И я также уверен, что вы, пишущие мне эти комментарии, тоже их пишете не из Сирии. Поэтому я не склонен доверять тому, что вы говорите. А дискутировать с вами на эту тему, это значит изначально принимать то, что вот вы написали, там что-то они там что-то сделали. Я должен изначально принять, что да, как будто бы это действительно так, и дальше входить в дискуссию. Но нет у меня ни желания, ни возможности это делать, потому что я не разбираюсь в этой внутренней кухне. Если вы хотите действительно узнать или там, я не знаю, что-то прояснить по этой теме, свяжитесь с теми, кто находится в Сирии, кто может, допустим, с вами оспорить. Вот вы ему это напишите, а он скажет: неправда, ты врешь, нет такого. На самом деле было вот так, допустим, он там с тобой как-то сможет поспорить. А я не могу, у меня нет этой информации. Это по-арабски называется уровень «Каля вакиль». Сказал тот, сказал этот. Я не понимаю вас. Нет ни одного хадиса от пророка, мир ему Господи Аллаха, или же от сахаба, Аллах, что кто-либо из них делал кому-то такфир. Если есть, приведите, пожалуйста, я бы изменил свое мнение. А есть лишь домыслы ученых, из чего-то вытекает, и поэтому можно делать такфир. И самое печальное — это то, что люди сделали это частью религии. Ну, наконец-таки ты раскрыл свои убеждения. Я теперь понял, чего ты хотел от меня добиться. Это тот человек, который про вот этих мунафиков мне писал. На самом деле и хадисов полно, и аятов полно, напрямую свидетельствующих о том, что такфир — это узаконенное положение. Вообще, как бы религиозные темы рассуждать — это немножко не моя площадка, не моя тема. Если ты хочешь поспорить о религиозных вещах, тебе нужно, наверное, идти на религиозные площадки. Но просто так для размышления я скажу даже тот хадис про хатыба, который вы используете как оправдание вообще всего, что угодно, но вы же не можете отрицать, что даже в этом хадисе Омар-то прямым текстом выносит такфир. И да, пророк потом оправдывает хатыба, но он никак не порицает же Омара за вынесенный такфир. Чего еще, что еще нужно тебе для того, чтобы понять, что это узаконенное действие? Ну, так в целом мне на эту тему как бы спорить неинтересно. Если ты поймал такие убеждения, ну, что поделаешь, мы тебе тут не поможем. И чтобы изменить твои знания об этом или разъяснить тебе какой-то момент, здесь нет такого уровня
подготовки в этом вопросе, тебе надо найти другую площадку для этого. Второй этап соглашений в Палестине, что Хамас должен полностью разоружиться, означает ли это, что война проиграна палестинцами, как думаешь? Так, я вообще не готов пока делать выводы о том, кто там как проиграл. Но я склонен считать, что вот это заключение мира по инициативе Трампа, это было вынужденным спасением израильской репутации, потому что она просто рухнула. Последние недели у них прям очень серьезные начались проблемы. Выступление Нетаньяху на Генассамблее, выход там практически всех звезд голливудских против Израиля. То есть то, что было нажито непосильным трудом на протяжении десятилетий, это просто все рухнуло. Поэтому я думаю, это уже была такая вынужденная мера, как и с Ираном. С Ираном тоже, когда уже ракеты начали прилетать в Тель-Авив, и чем дальше заходила эта война, тем мощнее и точнее били иранские ракеты, и там тоже пришлось быстро эту войну заканчивать. И мне кажется, что здесь тоже это скорее была вынужденность Израиля. Но в целом это, конечно, хорошо, что у них война прекратилась. Всем салам алейкум. Ва алейкум ассалам. У меня вопрос к братьям-мусульманам и чеченцам. Думаю, вы это уже тут не раз обсуждали, но все же хотелось бы узнать ваше мнение по поводу Бхармата. Как думаете, что вы можете сказать про этого человека, про его деятельность? И вообще, как думаете, какая цель у него? Очень, очень обобщенный вопрос. Я думаю, у мусульман не может быть каких-то двух мнений на эту тему. И мы абсолютно не заинтересованы в том, чтобы здесь обсуждать этого человека и людей с подобными взглядами, подобной деятельностью. Понял. Предать забвению шайтана. Ва алейкум ассалам. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Помощь Кадырова РФ, если бы РФ признал Чечню независимым, а наряду с ним и другие государства признали как президента, и Кадыров проводил бы совместно с РФ или другими немусульманскими государствами операции против мусульман, само это действие для тебя не куфр? Сам Кадыров для меня куфр, вне зависимости от того, его признают или не признают. Поэтому этот вопрос не актуален. Ты думаешь, Кадыров перестанет быть куфром от того, что он станет независимым, что ли? Тумсо, несколько лет назад, когда тебя спрашивали про пересадку бороды, ты отвечал, что не знаешь хуком этого, и что нужно спросить, задать этот вопрос ученым. Теперь ты сделал пересадку, пусть не бороды, но волос. Ты узнал это, спросил, или ты поменял мнение?
Нет, по поводу пересадки и бороды я так и не видел, в принципе, никаких ответов. Но, по-моему, я где-то натыкался на слова или на статью кого-то. Я сейчас вот уже не вспомню, что что-то про бороду, в общем, я видел, где кто-то отвечал на вопрос и говорил, что это типа, если у мужчины, допустим, в результате чего-то выпало там или недостаточно растет, и он типа ее таким, как бы это его уже, это свойство мужчины, и типа он тем самым не изменяет. Но я вот сейчас не помню, это слова кого, ученого или что-то. В общем, по поводу бороды я не смогу тебе ответить. А что касается пересадки волос, то я сделал просто по своей же линии, я восстановил, то есть без каких-то изменений. А вот если менять линию роста волос, то здесь я тоже не знаю. Если бы, например, мне нужно было бы поменять линию, если бы я хотел поменять линию волос, то я бы сначала, конечно же, этот вопрос попытался бы уточнить, так как является ли, допустим, изменением это, изменение линии роста волос, будет ли это считаться изменением создания. Как бы я бы поинтересовался этим, если бы я менял. И в целом по бороде, я думаю, то же самое. Если, например, по действию, по линии своей бороды человек просто хочет угустить ее, то это не будет его как бы изменением внешности. Но если он, например, саму линию бороды будет менять, то я думаю, здесь уже тоже надо эти моменты уточнить. Короче, твой вопрос был, уточнил ли я это? Нет, я не уточнял, потому что для меня это было не актуально. Я не менял саму линию роста своих волос. Кажется, Шамиля не хватает. Маликов Шамиль. Выйди на связь. Так, чат есть, где-то можно писать. Вот ты правильно пишешь, можешь сюда писать. Про самое это действие. Вопрос независимо, кто будет на месте Кадырова, хоть я или ты. Нет, разница большая. Ты же привел Кадырова, человека, который изначально является кофром, и ты говоришь, вот он, если независимый, это все меняет. Если буду на месте я или ты, если ты этот вопрос задашь по-другому, то и ответ на него будет как бы другой. Ты бегаешь от этого вопроса так же, как Джамбулат бегал от твоего вопроса про демократию. Нет, я готов тебе ответить на вопрос, если он будет не гипотетическим, и если он будет правильным. Но я не готов попадаться в твою ловушку, когда ты хочешь подвести меня под конкретную тему, под то, что тебе нужно. Я тебе, конечно, не дам это сделать. Но при этом на поставленный вопрос я отвечу. Я не буду бегать от вопроса. Как я сказал, о внутренних сирийских темах я говорить не буду, так как не обладаю этой информацией. Но если ты будешь, допустим, накидывать вопросы гипотетические, то в зависимости от того, какую ситуацию гипотетически ты создал, от этого будет зависеть и мой ответ. И вот эта вот гипотетическая твоя зарисовка с Кадыровым, которого признала Россия и другие государства, я тебе дал соответствующий ответ. Не тот, который ты хотел услышать, я понимаю твое огорчение и разочарование, но какой был вопрос, такой был ответ. Задай его правильно, получишь другой ответ. Томсо, почему вы не создадите телеканал на Ютубе в прямой трансляции, где вы сами
же будете рассказывать актуальные темы. Сами же это я говорю про тех, кто хотел бы видеть свободную Чечению. Думаю, в нынешнее время это не настолько тяжело будет, да и тем для разговора очень много. Интересно было бы увидеть вас в дискуссии с Закаевым, и можно было бы час времени посвящать изучению чеченского языка. Угу. Только я не понял, телеканал в Ютубе прямой трансляции, это в смысле круглосуточно вещающий имеется в виду? Я не совсем понял, просто у меня есть 2 канала на Ютубе, в которых у меня есть и трансляции там, каждое воскресенье, и видео выкладываются, и шорты записываю. Что мне еще нужно создать? Да, говорит. А если вопрос с круглосуточным вещанием, то ты знаешь, у меня нет на это времени, чтобы круглосуточно вещать. Как бы в воскресенье раз даже делать эфир, потом еще согласовывать с кем-то какие-то интервью, включения, даже это приходится согласовывать как-то в свой график, это все внедрять. А если круглосуточно вещать, это я пас, короче, это не моя тема. Вон и ЧПД есть такая тема. Там, короче, круглые сутки болтовня идет. Ты имеешь в виду ЧДП? Да. Я думал, ты говоришь ЧБД, я думал, они в комедии уже ударили. Что было дальше? Туда они уже, по-моему, подались. Кстати, ЧБД сейчас прикольный выпуск с этим, с Авраамом Руссо. Жестко его там троллят, короче. Не знаю, как они додумались именно его выбрать в качестве гостя. Но Мне интересно их мнение. Я просто у них в канале не хочу там вообще говорить даже. Но вот они хотят убрать ислам полностью с Чечни и оставить чеченские адаты. Но мы просто знаем по всем примерам во всех этих странах, что такого не бывает, что религия какая бы, все равно будет. То есть такого, как в Советском Союзе, без религиозного не будет в любом случае. Но, скажем, они убрали ислам, что дальше? Это же чем-то будет заменено? На это какие у них интересные взгляды? да, это просто 2,5 человека там, или 1,5 человека, которые от своей никчемности вот это сидят, болтают. То, я думаю, тут не надо даже внимания обращать и как-то серьезно воспринимать такое. Как может 99% чеченцев мусульмане, как-то плохо, нездоровых людей в таких вещах говорит. Просто вот, скажем, там, примерно, скажем, что дальше? Что они... Это то, что они посетить людей на тех рисунках. Если даже просто полностью в ноль уйти до традиций, как говоришь, то все равно большинство людей, исповедующих ислам, и
согласно этим же традициям, ты не можешь задевать честь этих людей, их святыни там и так далее, и как-то заниматься вот этой бурей в стакане и создавать конфликты на ровном месте. Согласно традициям, ты не имеешь права, ты не можешь этого делать. Вот. Это, люди, которые говорят о традициях, и на самом деле плевать глубоко на эти традиции, сами по ним не живут, не руководствуются. Просто вводят в заблуждение со всех сторон, со всех углов. Ну, я думаю, у тех людей, у которых сильные убеждения, конечно, им ничего не удастся, никого перевести никуда. Все равно они как бы присутствуют, и, не знаю, ислам убрали, что потом, католицизм придет или что, протестанство. Они же там говорят, что с христианством у нас проблем нету, потому что они прогрессировали. То есть, я, насколько понимаю, они хотят такую версию ислама, которая вообще, как христианство сегодня. А здесь тоже полно людей, которые носят крестик на себе, типа мы христиане, а делают все грехи, которые вообще возможны. То есть они такую версию хотят, мне кажется. Все, что они хотят, это спокойно оскорблять ислам, пророка, Аллаха и так далее. И чтобы им за это ничего не было. Это все, что они хотят. У них нет какой-то модели, каких-то мыслей там разумных. Ты просто зайди и посиди там хотя бы час. Кроме оскорбления, издевательства над религией, ты ничего не услышишь. Там. Максимально несерьезные, закомплексованные, какие-то слюнтяи. Да не, я там бывал, да, я понимаю, я знаю, что они там говорят, это вообще жесть, конечно. И что интересно, вот камень преткновения для них, вот как в английском языке говорят, их go-to аргумент, это вот эта вот 9-летняя жена пророка. Это, и, кстати, вот у ярых христиан, которые здесь в Америке живут, и которые ярые антиисламисты, это у них тоже вот первый, вот это номер один ихняя. Как только ты начинаешь про ислам говорить, и у них сразу, а вот как насчет вот этого, как это так вообще возможно? То есть они на той же волне. И он там говорил, вот посмотри комментарии, нас все благодарят за наш антиисламизм. И говорит, вот люди с Армении. Хотя армяне это тоже ярые антиисламисты. Еще те. Ну, русские их поддержат вообще с радостью. Поддерживают. Что теперь? Будут русифицироваться. Это им лучше. Но мне кажется, в итоге так и будет, потому что людям какой-то моральный кодекс же нужен в любом случае. То есть, если ты уберешь ислам, есть моральный кодекс в христианстве, да, там вот 10 заповедей. Вот даже я тоже знаю здесь людей, которые в Америке живут, они говорят, мы не христиане, мы типа не верим в Библию, все такое, но мы живем по 10 заповедям, потому что нужен моральный кодекс. То есть, знаешь, такое вот есть, как говорится, святое место пусто не бывает. То есть, ну хорошо, ислам ты убрал, а все равно какой-то моральный кодекс же должен быть. Они говорят, это будет наши нохчел адаты. Но я так не думал, что так это будет. Все равно это пустое место что-то займет. Но я думаю, они не против были бы, если это православие заняло. Так согласно Нохчела, ты не можешь честь другого чеченца задевать. То есть ты, по сути, из-за того, что ты веришь в
в Аллаха, твою честь они дозволяют, твою честь они делают дозволенной на то, чтобы издеваться над тобой, смеяться. Разве это хоть как-то соответствует Нухчала, чтобы другого чеченца задевать за его, так сказать, убеждения? То есть, я же говорю, это люди, противоречащие себе на ровном месте сразу же. Там далеко ходить не надо. Просто больные люди, которые недостойны внимания даже. Их и вообще не надо обращать внимание. Аргументы построены на противоречии, Вая. В Черноречии были они, мне интересно. Тумсо, ты здесь? Да, я здесь. Вопрос я то, что задавал до этого насчет вероотступничества. У тебя есть какие-то типа какие-то лекала, типа вот в каком случае мусульманин в данном случае в противостоянии с неверующими становится именно муртадом, что означает переход на сторону врага и так далее. Какие рамки там, типа инфоповестка, там, то, что ты льешь воду на их мельницу там, и так далее, входит, не входит. То есть объясни свои убеждения в этом вопросе. То есть где мы, допустим, вот российский флаг, там разговоры, типа вот, в пользу врага и так далее. Где вот эта грань человека можно считать вышедшим именно из религии, либо нет. Вопрос это все-таки индивидуального изучения каждого момента. Ну, это Если понятно. кто-то, допустим, поднимает флаг или что-то делает, даже непосредственно там сражается, например, у конкретного чувака может быть оправдание. Как в случае с Хатыбом, да? Хадис. Да будет доволен Аллах. Хатыба пророк ﷺ оправдал. Но это ведь индивидуальный случай. В своей основе мы понимаем, что, допустим, сражение на стороне врага, вот в плане, допустим, на Чечне возьмем, сражение в рядах российских войск против нашей армии, чеченской армии, в своей основе это является куфром. Но при этом, допустим, кто-то конкретно может быть оправдан. Скажем, он попал в плен, допустим, и для того, чтобы их обмануть, сделать вид, что он там действительно с ними заключил сделку, он взял удостоверение там, с оружием в руках, куда-то пришел, но при этом у него намерение оттуда соскочить. Допустим, вот конкретно вот этот тип может быть оправдан. Или кого-то там заложники взяли, семью, например, и таким вот путем он оказался в этой армии. Опять-таки, конкретно этот человек может быть оправдан. Вот. Но что в своей основе это причина для того, чтобы человека по нему сделать вывод, здесь нет никаких сомнений. Но что касается, допустим, от других каких-то тем, когда он не сражается, он, допустим, ясно не показал, что он там на их стороне, но при этом он, например, где-то поднял флаг, или, допустим, даже, хотя поднятие флага это, наверное, более ясная тема. Но, например, бывают такие, что где-то на одежде, допустим, надпись «Россия» появилась. Вот можем ли мы по этому поводу
сразу сделать такой вывод. Нет, здесь, конечно, все гораздо уже становится сложнее. Или, допустим, давай представим, что вот в Чечне проходит какой-то митинг в поддержку какой-то там инициативы. И на этом митинге там есть российские флаги, и вот там присутствуют люди. Вот теперь можем ли мы по ним сразу же сделать вот это вот определение? Ну нет, конечно. Здесь уже все как бы очень сильно размыты вот эти границы. Поэтому здесь нужно там, каждый индивидуальный момент смотреть. Скажу небольшое дополнение к тому, что суть не во флаге неверующих, а во флаге неверующих, которые уничтожают твой народ, который в основе является мусульманами. Я не услышал, если что, если это был вопрос, то повтори, Бергман. Я говорю, ситуация усугубляется тем, что это не просто флаг там какой-нибудь Аргентины там или там, не знаю, Австралии. Это флаг страны, народа, который уничтожает твой народ. Речь идет именно за индивидуальные моменты, не про митинги, там еще что-то, где людей там заставляют выйти что-то ходить. Ну и плюс оправдан, может быть, человек оправдан своим невежеством, еще чем-то. Про какое оправдание мы говорим? В смысле, в ахира или в этой жизни? Меня слышно вообще? Если это был вопрос, опять-таки, я не слышу, Бергман, ты очень тихо говоришь. Да вроде нормально говорю. Что-то со связью, наверное. Бергман, используй свой командный голос. Все понял. Включаем командный голос. Да. Прием. Слышно? Да, слышно. Я говорю, оправдание, ты говоришь вот про оправдание, это имеется в виду после смерти, там, судный день там, и так далее, там, либо же в целом при жизни человека, к примеру, там, не знаю, на суд пришел, там, или в целом хукм какой-то, если, допустим, там, какой-то знающий человек там, выносит. Я сейчас индивидуально имею в виду, не про митинги, там, еще что-то. Нет, я вообще не про судный день говорю. Я говорю про нашу оценку человека. В зависимости от того, какие там индивидуальные вводные, от этого будет наше понимание этого. То есть мы оправдаем его или нет. Ну, как можем мы оправдать? Какие есть для этого там, пункты? Ну, я понял, там, например, ты сказал, типа, заставили, или как там было? Или там, чтобы спастись, там, попал в плен, там, и так далее. Если всего этого нет. Ну, о ком мы с тобой говорим? Мы Вот ты говорим о сейчас том, что сидишь, в вот, армии... допустим,
Допустим, вот взять того же Чимаева, жил в Швеции, да, как бы вроде ничего не предвещало, да, как бы. В тот раз там россиянин, там короче, примерно вот такие моменты. Ну вот по Чимаеву, допустим, будет одна, ну его там вряд ли мы можем оправдать. Но, допустим, человека, который оказался на каком-нибудь митинге в Чечне. Не-не, речь не про митинги вообще. Понятно, там на митингах заставляют, там толпа и так далее. Я говорю, чисто вот отдельно человек, который может этого избежать, но он добровольно это делает. Вот. Он не в плену, Не, ну там, по таким не людям в тюрьме, особо, не задержан. по таким людям, кто добровольно как бы пошел, здесь у меня вообще нет как бы проблем. Но мы просто начали с того, что вот где-то там флаг с таких моментов. И для меня это, то есть где-то что какой-то флаг на фоне него человек появился. То есть это для меня не будет сразу же причиной, чтобы его куда-то определять. Например, Нет, тот же митинг, то ты сказал, заставили, допустим, но там не обязательно заставили. Там человек может просто как бы из каких-то других соображений там оказаться, как, например, я немало братьев знал, которые оказались вместе с Кадыровым на митинге «Мы любим пророка», саллаллаху алейхи вассалям, 2014 года. да, я так и думал, что ты про это скажешь. Вот, Ну, допустим, как теперь, как их определить? Нет, это речь вообще не о таком. Там даже, я бы сказал, речь даже не о таких людях, которые там, например, в сборной России по борьбе оказались и там как бы вынуждены в этой форме быть. Тут как бы речь не о таких людях, а то, что вот человек свободно, отдельно, короче, существует, и тут раз он там типа с российским флагом там что-то, короче, затирает, там, вводит в заблуждение, якобы, типа, что вы там ерундой занимаетесь, вот мы россияне, там, мы вместе и прочие прелести либерализма. Кстати, Тумсо, ты говорил по поводу того, что Путин извинился перед Алиевым. Мы в целом тему, по-моему, это не обсуждали. Но вообще, да, я видел эту тему. Ну и как ты оценишь вес Алиева? Слушай, то, что эти два диктатора договорятся, я в этом вообще никогда не сомневался. И было понятно, что это рано или поздно к этому придет. Поэтому меня ничего в этом не удивило. Не, ну договориться как бы это одно, но тут как бы выглядит, знаешь, так, как бы что Алиев проявил некий принцип свой, и перед ним прям извинились, не просто там типа замяли ситуацию. Ну, явно Ну, можно, наверное, и так тоже это интерпретировать. просто, я думаю, это такой яркий пример, когда человек, точнее человек, правитель, да, он собирает некие очки. Основа это, конечно, Карабах, то, что он вернул Карабах. То есть это огромный откат оппозиции. По сути, она уже как будто морального права не имеет рот открыть вообще
в этой стране. Вот. То есть это пример того, что как вот эти дуневские вопросы, так сказать, мирские вопросы, как они могут затыкать рот простому народу, и как на этом могут играть. Да. И как вот на этом фоне может уйти в небытие вообще как бы проблемы и страдания какой-то части народа. Kızış öyle bir говорила, что YouTube балбе швейцарный. Еще YouTube появился, видео прогрузиться йокса за видео. Или это только у меня так? Это только у тебя, походу. Это... Бомбо. Не, Нет, еще. Сейчас YouTube не YouTube работает. картинки он показывает видео, но не проигрывает их. Хотя говорит, что видео. Я надеюсь, нажав на какое-то видео в Ютубе, я не закажу случайно 7 айфонов на дом. По скидке проигрывает. Это новый схем придумал, ничего лучше нарбоя. Новая схема. Короче, YouTube ты подорожники ловится в Ухардасмана. Надо подорожник, походу, приложить. Не, нормально, видео воспроизводится. А. Ну, сейчас, вот что целый выпьем, вот туда интересно. Да, это так и подумал сразу. Мегер дуэли быстро алло. Ассаламу алейкум ва-рахматуллах. Валейкум салам. Не, ну осадочек что-то остался все-таки. Какой-то закидон с Ютубом был. Кстати, знаете, он был прав. Действительно, видео лагает, не воспроизводится. То есть воспроизводится, выключается. И вот так постоянно. Походу, YouTube лег на ночь. Так, я немножко отлучался. Смотрел подкаст с Павлом Дуровым и что узнал нового про телегу? Нет, я не смотрел подкаст с Павлом Дуровым и ничего нового. Ну, поэтому, наверное, и не узнал про телегу. На саммите в Египте Трамп похлопал Алиеву по спине и сказал: «Вы не хотите враждовать с этим парнем». С каким парнем? Короче, не понял я. Не знаю, не видел я этого момента. Так, остальные вопросы тут по поводу этих флагов и так далее. Это, я думаю, мы тему уже проехали, закрыли, поэтому мы не будем это все зачитывать. Томсо, у меня один вопрос. Ты, ты на какой-то вопрос отвечая сказал, что в религиозных вопросах ты никогда не менял мнение. Понимаю, был ответ это по контексту, но в целом в вопросах там айбады ни в каких, где есть разногласия, ты ни один момент не менял мнение свое.
Не, конечно, менял, бывало что-то. По мере того, что я узнавал, допустим, что какое-то мнение сильнее, считал его сильнее, я мог там менять мнение. Просто то, что я говорил, тогда было в контексте, там имелось в виду убеждения какие-то религиозные, ну, в том числе и религиозные, не только, но как-то связанные с религией или же религиозные, что с момента начала моей деятельности, то есть это не вопрос айбады и прочее, а именно что то, что касалось деятельности. Но я не припоминаю, что у меня какие-то изменения произошли. Но я, может быть, что-то забыл. Мне можно просто указать на это, допустим. Я скажу, да, действительно, оказывается, вот в таком вопросе поменял. Не, я-то понял именно, как ты это имел в виду. Просто сам вопрос можно было понять и так, что уточняющий был, что именно вопрос айбады так же, что ли? Потому что я не помню, чтобы ты никогда говорил, ну, это ж Не, Исаим конечно, привет. вопросов айбады да, менял, но я сейчас, если ты спросишь, а вот что ты, например, поменял в вопросах айбады, то я не смогу вспомнить что-то за последние там лет 10, но я могу вспомнить ранее, когда я только начинал интересоваться, там, узнавать, читать. Например, этот же вопрос нарушения омовения когда прикасаешься к женскому полу, просто прикасание. Например, я же был на этом мнении, что омовение нарушается. Но потом я поменял это мнение. И сейчас я, допустим, не на этом мнении. Сейчас я не возобновляю омовение из-за того, что я прикоснулся. Такие я могу припомнить моменты, где у меня происходило изменение в моем понимании из-за того, что появлялись новые знания. И, возможно, за последние 10 лет, может быть, что-то есть из каких-то вопросов религиозных, которые я поменял. Но я просто сейчас не припоминаю. А разве смена взглядов и убеждений с возрастом не является признаком развития? Является. Я вообще ничего против этого не имею. Вы просто выдергиваете это из контекста. Там человек мне предъявлял, что я вот раньше был жестким и таким, а вот сейчас я стал другим. И в этом контексте я ему сказал, ты мог бы как бы не свои ощущения, а показать, вот смотри, раньше у тебя были вот такие взгляды, а сейчас у тебя они стали вот такими. То есть показать мне на что-то, указать мог бы ты, и это в этом контексте было сказано. Так я ничего против не имею, чтобы взгляды менялись, чтобы люди развивались, что-то новое узнавали, и в соответствии с этим новым знанием корректировали свои взгляды. Это абсолютно нормально. Ты можешь привести 3 своих взгляда, которые ты скорректировал в процессе развития за эти 10 лет? Нет, к сожалению, я не могу, потому что я не готовился к этому вопросу. Я не могу сказать, что этого нет, и не могу в то же время сказать, что есть. Скорее всего, есть. Скорее всего, что-то я скорректировал. Но вот чтобы прямо сейчас навскидку это вспомнить и сказать, к сожалению, я не помню, не готов. Значит, это не что-то фундаментальное, раз ты не можешь вспомнить. Это не что-то фундаментальное 100%. Конечно, если бы там фундаментально у меня какой-то взгляд изменился, конечно, я бы это и помнил бы, и знал бы. Да, конечно, это не фундаментальное. Но наверняка это будут какие-то, может, детали, что-то там второстепенное, мнение о чем-то, или, я не знаю, там, о стране, что такое может быть. Фундаментально, да, ничего не поменялось. Тебе сложно говорить о своих ошибках? Нет, мне не сложно говорить о моих ошибках. Ты, наверное, имеешь в виду публично. Да, мне не сложно говорить публично о моих ошибках. Если я их считаю таковыми, то не проблема.
Если же, допустим, ты считаешь, что это была ошибка, а я, например, не считаю, то опять-таки мне несложно будет на эту тему говорить, как бы оспаривать, дискутировать. А так не проблема. Не чувствую никакого дискомфорта от того, что обсуждаю свои ошибки. Мы знаем, что твои проблемы начались из-за бороды. Наверняка в то время твои родственники и близкие говорили тебе ее убрать, и ты не убирал. И вот сейчас, спустя столько времени, посмотрев обратно, считаешь ли ты это своей ошибкой? И если вернуть тебя назад, ты бы убрал бороду? Нет, вот как раз в этих вопросах у меня нет никаких сожалений. Я полностью доволен тем, как сложилась моя судьба. Поэтому такие моменты, как бы, здесь я даже в рассуждения не вдаюсь. То есть я готов говорить об ошибках, это когда ты, например, то есть это то, что нельзя будет интерпретировать как недовольство предопределения, понимаешь? То есть вот это важный момент здесь. То есть ты можешь совершить ошибку, которую, я даже не знаю, как это сформулировать. Короче, это очень опасный момент, это обсуждение прошлого, потому что здесь нельзя ни в коем случае под сомнение ставить вопрос предопределения и тем более как-то быть этим недоволен. Поэтому, когда мы заводим речь о каких-то ошибках, то сразу надо сначала вот этот момент проверять, не будет ли здесь какого-то недовольства предопределением. У меня нет никакого недовольства предопределением, хвала Аллаху. Я очень рад тому, как это все сложилось. Если ты сожалеешь о своих поступках, это считается недовольством предопределением. Здесь, видите, вопрос такой. Если это речь идет о каких-то грехах твоих, то есть неправильных твоих поступках, то сожаление о них – это правильно, ты должен о них сожалеть. И здесь не будет никакого недовольства предопределением. Но если речь идет о твоем поступке, не являющийся, допустим, грехом, который привел к каким-то последствиям, и ты типа говоришь, если бы я тогда вот так не сделал бы, то меня вот это не постигло бы, то вот это уже момент, когда ты заходишь в вопросы предопределения. Тебя постигло то, что не могло тебя миновать. Поэтому этот момент, он, короче, опасен для обсуждения и для рассуждений. Поэтому я готов говорить, обсуждать те ошибки, которые являются грехом, которых я сожалею. Я готов также говорить о тех вещах, от которых, допустим, которые у меня не получились, я этого желал, но у меня это не получилось. А вот в результате прошедшего времени я узнал, что это оказалось благом, то есть Аллах уберег меня от чего-то. Как, например, когда-то я в ВТБ на работу очень хотел устроиться, там месяц практики, что-то там мутил, в итоге так и не смог туда устроиться из-за конфликта с одними высокопоставленными людьми в республике. И вот я тогда помню, как я сильно по этому поводу переживал, злился. А вот спустя время, когда все эти моменты, уже там некоторые религиозные знания появились, оказалось, что Аллах уберег меня от работы в банке, что является запретным в исламе. То есть, альхамдулиллах, валла Аллаху. Вот такие вот рассуждения, как бы, да, это нормально, я готов к этому. Но вот так, чтобы вот тогда, если бы я не сделал вот это, то вот это бы не произошло, я бы... Нет. Со мной
все то, что со мной произошло, не могло меня никак миновать. Получается, когда человек грызет себя сожалениями, то он параллельно в этот момент грешит. Это не относится к грехам. То есть надо понимать, если ты, например, сожалеешь о своих грехах, каешься в них, это нормально. Так, не то, что нормально, это должно быть. Но вот если ты начинаешь рассуждать в ключе типа вот я это сделал, и поэтому произошло вот то-то, то-то, как будто бы из-за каких-то твоих действий или бездействия дальнейшие сложились обстоятельства, и ты ими как бы недоволен, допустим, то вот тут есть вот эта опасность попасть в недовольство предопределения. Короче, опасный момент, действительно, лучше здесь не заходить в такие раздумья. При этом, видите, анализировать вещи нужно. Никто не говорит это не анализировать. Нельзя именно недовольным быть. Но, допустим, анализировать, просчитывать какие-то ходы, что ты вот тогда сделал так, и поэтому последовали вот такие-то действия, допустим. А если сделать иначе, то, возможно, последуют другие действия. То есть не в плане недовольства, а в плане возможного исхода при разных действий. Это как бы другая тема. То есть это чисто анализ. Как, например, мы оцениваем прошлое, войны, которые были, там, приняты какие-то действия и так далее. Мы, например, видим, что было сделано какое-то там действие, какой-то закон, например, принят, и он привел к фитне. И вот оценивать, допустим, анализировать, понимать, что вот это вот было ошибкой, это одно. Но быть недовольным тем, что произошло, вот это уже как бы недовольство предопределения. Короче, сложная тема, может быть, я это плохо объясняю, потому что я и сам, в принципе, не знаток. Вряд ли могу это объяснить. Я сам нуждаюсь в том, чтобы мне это объясняли. Получается, если ты не проявляешь недовольство, типа не корчишь, не коришь настоящее, вот из-за этого все сейчас так, а просто думаешь, что если бы вернуться, то ты бы поступил иначе, в аналогичной ситуации поступишь иначе, так можно? Короче, давайте такой пример приведем. Вот, допустим, ты, не знаю, гаишник тебя останавливает и говорит, так, я думаю, что ты пьяный или там обдолбанный, давай, короче, на медицинское освидетельствование. И ты такой, я отказываюсь от медицинского освидетельствования. Он говорит, окей, отказываешься, а отказ от медицинского освидетельствования равно признание, что ты невменяемый за рулем, и, короче, типа, ты получаешь там последствия. И вот потом ты, допустим, анализируешь и думаешь, так, там нельзя было вот так вот делать. В следующий раз, если у меня остановит мент, я ему скажу, без проблем, давай освидетельствуй. То есть вот это, здесь нет проблем. То есть ты урок отсюда вынес, что такое действие, отказ от освидетельствования был ошибкой, но ты при этом то, что тебя постигло, ты не проявляешь этому недовольства, ты понимаешь, что это так было предписано, тебя это постигло. Но в то же время ты анализируешь это и понимаешь, что в будущем, в следующий раз меня гаишник тормознет, я с удовольствием скажу, я поеду с тобой в медицинский центр и сдам анализ. То есть вот так вот как бы можно на эту тему рассуждать. Это то, как я эту тему понял. Ну, сам факт встречи двух президентов Сирии и России не является возмутительным для тебя? Нет, я уже комментировал ранее эту тему. Абсолютно. Может быть, из-за того, что я изначально был к этому готов и понимал, что
такая встреча, скорее всего, произойдет. Поэтому меня это даже никак не удивило и не триггернуло. А вот те люди, кто сейчас сильно возмущается фактом этой встречи, видимо, в их картине мира это было как-то невозможно. Но опять-таки, тогда как они объясняют себе встречу Масхадова с Ельциным после перемирия Хасавюртовского? Они ведь тоже встретились. После этого даже мирный договор заключили. Не знаю, для меня это возмущение, оно странное. Так, холодно уже в Швеции. Ну как, минуса еще нет. По утрам где-то +3 бывает, а днем где-то до 10 градусов поднимается температура. Короче, нет, по шведским меркам еще не холодно. И до сих пор солнечные дни. Вообще, надо сказать, что с момента, как вот я приехал в Швецию в 2019 году, здесь ощущаются последствия этого глобального потепления. В целом, 5 лет назад в это же время бывало гораздо холоднее. Нет, уже даже снег бывал. А сейчас явно теплее. Ты веришь в глобальное потепление? Я не знал, что это вопрос, в который нужно верить. Я не верю, я просто вижу, что оно произошло. Допустим, я вспоминаю свое детство. Мы в декабре, в январе и феврале, вот эти 3 месяца зимних, мы катались на санках, мы цеплялись за машины, майданица у нас это называлось, майданились. Это в городе, не в горах, в городе. У нас бывало немало снежных дней, снег прям лежал неделями. И посмотрите сейчас, как у нас зима проходит. Отрицать, очевидно, я не могу. Веришь в глобальное потепление, жизнь, как небось еще и в круглую землю веришь. Ну да. Я, правда, это по-другому называю. Не вера, ну ладно. Можно и так сказать. Спорная тема, брат. Не, ну может быть, я как бы спорить не хочу. Я чисто свое мнение сказал. Если вы как-то иначе это видите, то no problem. Мы не будем из-за этого ссориться. Салам алейкум. Ну, ты веришь в заговор? Алейкум салам. Ну, это странный вопрос. Верю ли я, что, в принципе, заговоры возможны? Ну да. Вот в какие заговоры ты имеешь в виду? Наверное, от этого все будет зависеть. Возможность самих заговоров, ну, это понятно, такое возможно. Причем в разных масштабах. Но вот вижу ли я в каждой теме заговоры? Нет, не вижу. Как ты думаешь, откуда у людей желание постоянно считать, что их обманывают? Вот патологически ничему не верить, что в круглую землю, что в потепление, ковид и прочее. Есть какое-то научное даже обоснование, какой-то термин, который описывает это, вот это недоверие. Я забыл, как это называется. Короче, забыл. Исламофобия. Заговор против ислама и мусульман. Не надо еще конкретнее. Ты сказал, этот Майдан. Я вспомнил, мы тоже майданились, я тоже в Грозном вырос. Я как вспомню эти времена, я не знаю, как мы вообще выжили детство.
Мы Не, там это же такие... вообще у нас отдельная культура была, вот этот Майдан. Да. Если вы помните, у нас было такое, вот когда зима наступала, мы прям ждали снега, и у каждого пацана дома была специальная обувь, Да. которая надевалась именно для Майдана. И, у нас она называлась, как это называли, забыл я. Ну, короче, не суть. И были рейтинги там, какие-то а, какие-то методы, короче, как сделать эту обувь более, чтобы она скользила, какая обувь сильнее скользит, какая хуже. Парафин Короче, использовать. это же целая, культура у нас была. Целая наука. Раньше же эти шестерки, копейки, у них же такие металлические бамперы были, из-за них легко было майданиться. А сейчас я не знаю, сейчас везде пластика, даже сейчас такое даже не сделаешь. Да, машины плюс за автобусы цеплялись. Самые коронные были эти вот эти газики, грузовики. Тебя водитель не видел, ты раз там зацепился и поехал. А мы без снега цеплялись. Летом тоже иногда. И прям неделями, я помню, вот снег лежал неделями. Каждый день мы выходили, майданились, куда-то на горки ходили, что-то там мутили. А вот последние года, даже когда я дома был, тебе зимой зимняя резина не нужна была, потому что снег максимум там недели две пролежит в феврале где-нибудь. Все, больше снежных дней нет. Да и само лето таким знойным, таким жарким, душным у нас раньше не было. Мы вообще понятия не имели, что такое кондиционер. Мы жили без кондиционеров, а максимум вентилятор у кого-нибудь дома был. И нормально, и никто не умирал от жары. А сейчас попробуй без кондиционера прожить просто. Кто не делал уроки, домашние задания под свечкой или под керосиновой лампой, тот не поймет. Наоборот, свет выключали, весь дом выходили на улицу. Я помню, все включали зимой эти газовые комфорки, потому что отопления же не было после военным Грозного. И вот этот угар стоял от газа. Я не знаю, как мы это тоже все выжили. Поэтому из этого я делаю вывод, что в целом за мою жизнь температура в среднем повысилась в мире. Значит, все-таки есть ведь, идет этот процесс глобального потепления. И наводнений много стало этих селей. Раньше столько не было. Кстати, то, что Сахаб говорил про YouTube, это официально подтверждается. Во всем мире YouTube лег. Это какая-то глобальная проблема сервиса. Расскажи, как ты пришел к мотоциклам. Так, это был 2011 год, по-моему. Я просто собирался поменять машину. Я тогда работал в Билайне и, по-моему, хотел обновить машину. И что-то, в общем, я искал, на какую машину обновиться. Приблизительно там мне нужно было свою продать, потом к ней добавить еще деньги, купить новую. Где-то, по-моему, бюджет был что-то там порядка 100 тысяч, где-то вот так.
того, что я готов был докинуть. И, в общем, вот в этом поиске, как бы в этих размышлениях, что-то как-то я пришел к мотоциклу. Я сейчас не вспомню, что там явилось триггером, но постепенно я раз что-то на сайты начал смотреть мотоциклы, интересоваться, и в итоге я матери своей говорю, что я, типа, она думает, что я собираюсь машину новую взять. Часть денег она инвестировала в эту новую машину. А я в итоге приезжаю на мотоцикле. Короче, я вот решаю купить мотоцикл, по-моему, это где-то чуть больше 100 тысяч, это был мой первый мотоцикл. Я нахожу на сайте в продаже мотоцикл. Это вообще, конечно, отдельная история, насколько наивно, легкомысленно я тогда это сделал. И нарвись я тогда на любого мошенника, меня бы просто опрокинули. Я нашел в интернете в Ростовской области мотоцикл, просто наобум вообще незнакомому человеку отправил всю эту сумму, 100 с лишним тысяч, за мотоцикл, который я видел только на фотографиях. На честное слово, поверь ему, как бы договорившись, что он этот мотоцикл пригонит. Мне же надо было еще, как его, как бы, Грозный пригнать. Я нахожу водителя одного на фуре, чеченца, который ездит, у него рейсы Ростов-на-Дону, Грозный. Я с ним договариваюсь, что, по-моему, за 5000 он привозит этот мотоцикл, и мне нужно состыковать этих двух людей, продавца и водителя. И, в общем, я этого продавца уламываю на то, чтобы он этот мотоцикл погнал, значит, туда, на место загрузки. Он где-то в области там живет, хозяин мотоцикла, по-моему, город Шахты, что ли, где-то, короче, рядом с Ростовом. А этот грузовик, он в Ростове. В общем, его я уговариваю, чтобы он этот мотоцикл пригнал в Ростов. В Ростове из нашего офиса Билайновского связываюсь там с одним коллегой своим. Его прошу, чтобы он тоже туда выехал и там на месте проконтролировал этот весь процесс. И, короче, в итоге это сработало. Чувак пригнал этот мотоцикл реально. Его, значит, этот водитель его привез на старые промысла. Этот водитель он возил мебель для... Там на старых промыслах была компания одна мебельная. Короче, он туда к ним на базу привез этот мой мотоцикл, я поехал. Это мой первый мотоцикл в моей жизни. Никакой экипировки, вообще просто какие-то базовые знания о том, как ездить, все. И я вот просто приезжаю на эту базу, сажусь на этот мотоцикл, это был Honda Hornet 600-кубовый, Nike Bike. И все. Я еду на нем домой. Короче, потом, по-моему, я просто еду по проспекту. На мне пес наш вот этот, чеченский, национальный. Это мой шлем, вместо шлема пес. Вообще нет никакой экипировки, просто вот в джинсовой форме, как бы куртка джинсовая, штаны джинсы. И вот пес, я вот по проспекту катаюсь. И раз-два, где капитон, два чувака такие уходят на дорогу и меня останавливают. Я что-то останавливаюсь, салам туда-сюда, и они сходу мне говорят: ты что, типа, аулил, да, шлем, амулил туда-сюда. Короче, там знакомимся, пока мы знакомимся, один мне заговаривает зубы, второй садится на мой мотоцикл, и что-то он начинает на нем вытворять, там станд на колесо поднял, на переднее, на заднее. Короче, он вообще дикий тип оказался. Байкер. Один из самых первых
байкеров в Чечне. В общем, он передо мной эти выкрутасы по проспекту делает, я вижу, как он на моем мотоцикле вытворяет. Второй меня в это время грузит, и этот второй идет к машине, достает оттуда шлем, говорит, на, без шлема не езди, дает мне этот шлем. Когда, говорит, купишь себе новый, этот мне отдашь, типа. А он большой, у него тыква большая. Короче, я этот шлем надеваю. Ну, с ними познакомились, все уже как бы разъехались. Я ее шлем этот надеваю. Только там даю по газам, а он из-за того, что большой, он от потока встречного воздуха у меня поднимается, перекрывает мне обзор. В общем, в итоге я этот шлем убираю, думаю, мой IPS лучше. Короче, вот так я вошел в байкерский мир. Потом, естественно, уже потихоньку я приобрел себе экипировку, шлем. А потом очень быстро, буквально через несколько месяцев, мне стало мало этого мотоцикла. И 600 кубов, тем более Naked. И я захотел себе спортбайк. И, в общем, я его прям за ту же, по-моему, сумму. Я его за 135 тысяч, кажется, я его купил. За эти же 135 я его продаю какому-то пацану. Что-то добавляю к этой сумме и покупаю опять там же в Ростове. Нахожу опять вот точно так же. Просто по объявлению всю сумму авансом отправляю. И, короче, приходит мне уже литровый спортбайк Honda Fireblade. Вот, и все. И после этого я уже ездил на спортивных мотоциклах, на литрах. Страховка суфийская у тебя была надежная, говорю, да. Они тоже с меня так прикалывались, типа, зачем ему шлем, а у него он пес на голове. Короче, это, знаете, такое время, когда когда ты на мотоцикле, тебя вообще ни менты, никто тебя не останавливает, никому дела нет. Есть у тебя документы, на него нет, он у тебя в угоне, не в угоне, вообще плевать. Это потом только они начали уже под контроль эту сферу тоже брать. А тогда в 2011-2012 вообще спокойно можно было на этих мотоциклах гонять. Лучше расскажи, какой скандал был от мамы, когда ты поехал за машиной, приехал с мотиком. Никакого не было скандала. У меня мать в этом плане не скандальная. У тебя была тогда компания из байкеров, или ты после познакомился? После познакомился. Вот уже, вот как раз вот эти вот два чувака, которые меня остановили, вот они как бы впоследствии стали близкими друзьями. Вот у нас была такая одна тусовка байкерская. Нас называли гламурной дивизией. Типа, была дикая дивизия, это был реальный мотоклуб. И они, типа, как бы в качестве троллинга нас так прозвали, типа, гламурная дивизия, цабейш бывает. А мы, наоборот, это подхватили и начали прикалываться с этого, типа, да, гламурная дивизия. Короче, да, у нас потом такая компания. Получилось, что у них уже была такая сформированная компания, и я знал из этой компании одного человека и до этого. И, в общем, я как бы влился в эту компанию, меня приняли как своего. Мы очень хорошо, тесно дружили вместе, путешествовали, друг к другу в гости ездили, с семьями дружили. Ты смотрел эфир Ислама Белокиева и Сосетлинского? Нет, я не смотрел. Что ты скажешь по поводу фитнеса, по-моему, да ничего не скажу, я вообще не в курсе была. Мне даже вот малейшего интереса нет
как-то в эту Что тему вникать, в этом разбираться. Валейкум ассалям, Рашид. ты опасную тему даешь Чингизу Ахматову. Что за гламурная дивизия? Да, это просто так, типа, то, что началось в качестве шутки, а потом просто прижилось. Чингиз Ахматов же готов все подхватить. Любое вообще слово. Сейчас он целый эфир сделает от этого слова. Да, ради бога. Гламурная дивизия. В общем, вот так вот я вошел в байкерскую жизнь, в байкерский мир. Потом, на тот момент у байкера вообще была такая своя, как бы, братья. Даже те, кто... Вот была вот эта дикая дивизия, это был реальный мотоклуб со своим президентом, там, со своей структурой, иерархией. И были мы, типа, вот те, кто не входит в этот клуб, но у нас все равно были нормальные взаимоотношения друг с другом. То есть такое мотобратство было, когда, допустим, открытие сезона, закрытие сезона, или там, и байкеры из Махачкалы или из Ингушетии, с Кабардино-Балкарии, если они приглашали, то мы все вместе как бы собирались. Не было такого, что дикие, типа, едут, дикие нам сообщали, такая ситуация, давайте как бы вместе поедем, уважим, там, допустим, открытие сезона в Махачкале или закрытие сезона в Ингушетии. И мы ехали туда, или у нас, наоборот, если какое-то открытие, к нам приезжали. В целом была такая, короче, взаимоподдержка. А Потом сколько вас было вообще в этой дикой дивизии? Сколько? произошло... Не, я не знаю, сколько их было в дикой дивизии. Ну, я А думаю, вообще, всего по республике, если собрать там мотоциклов, ну, не знаю, может быть, 50, наверное, собралось бы. На открытиях, закрытиях, во всяком случае, по-моему, собирались со всей республики, когда приезжали. И плюс с каждым годом становилось все больше. Вот. Но потом в 2000, по-моему, 14-м это произошло. Приехал этот друг Путина, хирург, который. Значит, он приехал со своим клубом, на мотоциклах они приехали, и, короче, дикая дивизия их не встретила, как полагается. Вот, и за это расформировали. То есть, тот был типа гостем Кадырова, в общем, там произошел замес из-за этого, и уже власть взяла под контроль эту тему, они расформировали дикую дивизию, вместо нее в республике появилось отделение ночных волков. И в это вот отделение этого байкерского клуба входил и сам Кадыров, и Иудов, и вот этот Ибрагимов, короче, вся эта шушера. И они уже создали свой вот этот, короче, мотоклуб, который стал как будто бы отдельным министерством, бывает, со всеми таким полноценной ветвью власти. Ну, не ветвью, а какой-то организацией, входящей во властные структуры. И, в общем, на этом уже вся эта тема закончилась. Они тогда хотели всех под этих ночных волков загнать. Некоторые согласились и вошли в эту тему. Но мы, естественно, не стали в это входить. И тут уже началось прям, бывает такое всяческие щемления, короче, тех байкеров, которые не вошли в эту структуру. А этим ночным волкам купили мотоциклы. Харли там в основном купили. И они начали ездить на всякие открытия сезонов в Крыму, там, типа Севастополь. Короче, вот типичная такая уже государственная тема пошла.
Ну, а потом я соскочил. А почему ты сейчас выпал? Ты же говорил, что хотел уйти со спорта и пересесть на другой. Ты с концами ушел или ждешь кризиса среднего возраста, чтобы убить? Ну, я не знаю, у меня нет сейчас вообще никакого желания, никакой тяги к мотоциклу. Мне это сейчас не интересно. Может быть, потом когда-нибудь кризис, как ты говоришь, кризис среднего возраста наступит, и я снова захочу сесть на мотоцикл, но пока нет такого желания. Как ты относишься к Чумакову, Хамзату, Цичоеву, Айсе и другим проповедникам из Ахлю-Сунна? Белаки в этом же эфире с Абу Омаром плохо о них отзывался, говоря, что они пророссийские. Хотел бы знать твое отношение к ним. Слушай, я, наверное, нейтрально к ним отношусь. Я давно не видел никаких их проповедей, там, еще чего-то. Поэтому ничего, наверное, я не скажу по этой теме тоже. История с пощечиной твоему другу из дикой дивизии – это моя травма до сих пор. Ну, не моему другу, он не был, конечно, моим другом. Он был как раз президентом этой дикой дивизии на тот момент. И да, его прямо перед этим хирургом Кадыров ударил. Была такая история. Это была Экроманс Эйер Гуэвзер, он из «Ночные волки» Гуэвзер. Какую характеристику дашь ему? И, кстати, момент смерти того генерала, помнишь? В курсе вообще? Да, этот момент я помню, но у меня уже тогда дома не было. Этот Абу Падзад его убил. Переехал его на своем тройне. Сам потерял свое ухо, но генерала ФСБшного отправил на тот свет. Ну, молодец, Абу Падзад. А этого Акрамана, да, я его знал лично, он как раз он с огромным удовольствием этого братьев ночных волков лился, а до этого он был среди дикой дивизии. Потом он вообще начал там тусить рядом с этим хирургом. Но я уже как бы удаленно за этим, я уже уехал тогда и натыкался на какие-то публикации в Инстаграме, видел, что он там что-то тусит. Потом где-то видел, тоже в Инстаграме натыкался, он был где-то в Майами, но, конечно, в итоге оттуда, видимо, тоже депортнули. По-моему, до сих пор где-то дома. Тоже недавно где-то нарывался, видел, что он увлекается из дома. А ты сейчас можешь просто купить мотик и начать ездить, права позволяют? Нет, мне, мне надо будет эту категорию открыть себе, я не открывал. В российской у меня была она открыта, но в российских прав уже нет. А в шведских правах мне надо будет дополнительно эту категорию открыть. Абу Падзад. Это Абу Падзад, заводишь он? Абу Падзад – это патриот. Абу Падзад из Мурадов. Как можно не знать патриота? Я душанаюсь. Когда сделаешь передачу по поводу Украины, как украинская власть преследует чеченцев, как они аннулируют вид на жительство у чеченцев, и как Закаев и Осмаев не поддерживают и ничем не помогают чеченцам. И вообще, как власть Украины не считается чеченцами все цело, как и с теми, кто воюет, и с простыми чеченцами, проживающими в Украине. Это вопрос, знаете, из серии «Перестал ли я пить вино по утрам?» То есть здесь он не задает вопрос, типа, вот это правда,
Он говорит, когда ты про это сделаешь выпуск? Как будто бы все, что он перечислил, это уже все как данность, как бы это такой факт. Я не знаю ничего от того, о чем ты говоришь. Мне это неизвестно. Поэтому я не планирую такой выпуск делать. Откуда этот прикол с вопросом, перестал ли ты пить вино по утрам? Часто ты используешь? Ну, это известный такой прием. Когда задается вопрос, скажи, пожалуйста, перестал ли ты пить вино по утрам? Здесь это прием, когда как будто бы то, что ты пьешь вино по утрам, это уже типа данность, а вопрос заключается в том, перестал ты это делать или нет. Также и здесь вот он использовал этот прием, когда он перечислил какие-то вещи и спросил меня, ты когда вообще собираешься об этом делать выпуск? То есть он не спрашивает вот это вот, ты в курсе, что вот такое, например, происходит? Или происходит ли такое, слышал ли ты что-то об этом? Он не спрашивает, он как будто бы вот это уже все, это 100% факт, и я об этом знаю, я должен сделать выпуск об этом, и он спрашивает, его вопрос лишь в том, когда я это сделаю. Аркел же не атом самах войска Иисуса в битве против войска Даджаля Антихриста. Жень, Яздинек Хитанаев, МХС, автор Алудинова. Меча есть Мегардуэр, Жень. Две Шарамдуас обязательно. Ну, что означает этот прием, я поняла. Но я, кроме как от тебя, никогда не слышала этого выражения. Интересно, откуда ты это взял? Недавно начал использовать и часто. Но это такой вообще-то фольклор. Ты мог бы это услышать или могла бы услышать, когда этот Губерниев Бузову до слез довел, он там ей задает этот вопрос. Сегодня, буквально не имея на это причину, вывезли чеченцев в Волынь, в депортационную, для депортации. Ты говоришь, что ты не в курсе? Валлахи, много кто знает за это. Сотням чеченцев, что проживали в Украине, аннулировали на жительство. Я понятия об этом не имею, поэтому ничего не могу тебе об этом сказать. Я не знаю. Я думаю, в Украине немало там и блогеров, и наших деятелей разных, которые, если об этом знают, должны как-то подключиться, осветить, решить. Не ко мне, короче, эти вопросы. Салам алейкум. Валейкум ассалям. У меня есть вопрос к тебе, Тумсу. Жесткий такой. Давай. Вот Кутаев, например, не позволяет себе с российскими генералами не общаться, ничего, он их только уничтожать. Только ради этого он может с ними встретиться. А как ты мог позволить себе с Шамановым переписываться? Вот такой вопрос. Нет, Кутаев не позволяет себе переписываться с ними, он только на даче может встретиться и целый день провести с генералом Грачевым, но переписку не-не-не. А я вот не такой строгий в этих вопросах, я могу получить письмо от российского генерала, могу зачитать его без проблем. Отвечать пока еще не отвечал ни разу. Но так, чтобы получить письмо и зачитать, проблем не вижу. Вот встретиться с российским генералом на даче, вот тут бы я, конечно, задумался бы, если бы меня он пригласил. Например, если бы Шаманов меня пригласил куда-нибудь на дачу в Тулу,
Тут бы я, конечно, задумался бы, стоит ли ехать на эту встречу или нет. Мне еще интересно, а как там Шаманова за это письмо, которое он послал в Госдуме, не признали ни иностранным агентом, короче, вообще никаких претензий вроде бы к нему не последовало. Как он Ну, там даже никаких бывает? последствий не было этому. Это тоже странный, конечно, момент. Получается, я же и иноагентом признан, и экстремистом, террористом признан, и получается, у него прямой контакт со мной, за это его, конечно, должны были наказать. У него Как не минимум. просто контакт, он с тобой сотрудничает, как бы тебе сливает информацию против героя России. Ну, это не сказать прям информацию, а он скорее чисто свое мнение, критику через меня высказал, получается. Но в целом какая-нибудь комиссия по этике Государственной Думы, я думаю, должна была возбудиться по этому поводу. Если даже Кутаеву не понравилось, им тем более должно было не понравиться. Будет финансирование из-за рубежа. Я, наоборот, знаете, хочу предложить Кадырову. Я вижу, что он сам боится с Шамановым в эти перепалки вступать. Ему даже на то, чтобы ответить на выпад Шаманова, понадобилась неделя каких-то согласований, там чего-то, смелости набираться. Я, наоборот, хочу предложить Кадырову. Ты можешь это через меня также сделать. В то же время и ты в любой момент можешь сказать: нет, это неправда, это не я не писал. И вряд ли смогут доказать, что ты это сделал. И в то же время ответ прозвучит. Поэтому вот сейчас к воскресному эфиру Кадыров, сформулируй письмо, пришли мне на e-mail. Я зачитаю без проблем. Ну или в крайнем случае Кутаеву, потому что Кутаев же согласен с Кадыровым сотрудничать против Шаманова. Ну да, я не знаю, есть ли у него контакт Кутаева. В принципе, можно, как ты говоришь, через Кутаева тоже. По крайней мере, Кутаев был бы рад против Шаманова объединиться с Кадыровым. Он же прямо заявляет об этом. Ну да, он говорит об этом открыто. Чимаев говорит, наши отцы Там вроде вместе бы не воевали один против Кутаев, фашистов. там Давайте будем братьями. Это он так русским обращается, как я понял. Ну да, кому он еще обратится? Я уже не понимаю, шутка это про письмо от Шаманова или нет. Никто не понимает. вообще Вот этих это непонимающих я заметил очень много. Вот эти. вообще в этом и прелесть, что как бы вроде бы и звучит. Вот, например, сейчас Кадыров пришлет ответ Шаманову, и вот вроде бы и ответ от Кадырова, а может и нет, а может и не он писал. А в то же время мысли-то прозвучали, звучат или прозвучали реальные. То есть это наоборот прелесть этой ситуации. Зато я заметил, что эта тема с письмами от генералов, она триггерит очень неожиданных людей. В прошлый раз, когда были письма от Лапина, Студеникина, там внезапно Соловьев раскритиковал, там Собчак эту тему подняла. Короче, вообще неожиданные люди в тему включились. Сейчас, видите, неожиданно Кутаев, там еще один, тоже деятель из старых.
тоже высказывал свое недовольство по этому поводу. А второй кто, я не в курсе. Это один бывший депутат нашего парламента Ичкерии еще 90, короче, первого, по-моему, еще созыва. Он там пост целый по этой теме накатал, а потом убрал. Тоже, в общем, возмущался. Целился в Кадырова, а попал в Кутаева. Говорит, да, у меня часто так бывает. Когда я целюсь в Кадырова, а попадаю в вообще непонятных людей. Один раз в Юнгулбаевых попал. Хотя четко по наводке стрелял в Кадырова, попал в Юнгулбаевых. Стрелял в Кадырова, попал в Соловьевых. Хотя там-то это нормально. Вот сейчас опять стрелял в Кадырова, попал в Кутаева. И этого второго, забыл его фамилию. Но если кто-то грудью готов Кадырова защищать, то как в них не попасть? Дугазаев. Если они готовы грудью Кадырова защищать, как в них не попасть, Баграс? Да, оказалось, что они готовы. Такие вот вещи, они их и как бы раскрывают. Мы, оказывается, многого не знаем об этих людях. Неожиданно, короче, я получил отзывы от неожиданных людей. А где он высказался? Ну, я не знаю, как называется там этот канал. Типа интервью в формате интервью или разговора с одним, по-моему, грузином он разговаривал. Короче, я это увидел на канале «Символическая сумма». Есть здесь в Телеграме есть канал «Символическая сумма». Там была выложена эта вырезка со скриншотом интервью Кутаева, где он... Здесь он говорит, что он никогда не был на связи с российскими генералами. Если даже он с ними будет связываться, то только для того, чтобы объявить им войну. И тут же приводится скрин его интервью 2019 года, где он рассказывает, как встречался с Грачевым в Туле на даче, целый день с ним провел. Видимо, войну ему объявлял весь день. Он еще с атаманами всякими казаками и в Ростове еще где-то он встречал, не только встречался, предлагал им дружбу, там объединение, там в Кавказский дом их звал, короче, казаков на каком-то ихнем съезде. Да, это старое видео, это я видел в Пятигорске, где они там встречались. Но там-то речь он нормальную толкнул, если мы про одно и то же говорим. Сама речь у него там была нормальная. Вообще надо сказать, что Кутаеву того времени, до его переобувания, он был очень такой последовательный. Но вот после того, как он с украинскими событиями, как он переобулся, стал прозакаевским, вообще как бы человек, как будто подменили человека. Что за канал, говорит, символическая сумма? Ну, здесь в поиске напиши прям так, символическая сумма, и я думаю, выйдет у тебя в поиске. Ассаламу алейкум. Маликов просил включить ему микрофон. Алейкум ассалям. Нету Маликова, не видим мы тут в чате. А вот теперь вижу я.
Маликова. Ассаламу алейкум рахматуллах. Вообще-то я и не просил, просто слушал. Я не разбираюсь в Как ты этой, просил, у тебя рука была в поднята, этих, валикум салям в рамту. этом шаманизме ихнем, да? Просто слушал. Все, никаких проблем. Можешь просто слушать тогда. У тебя рука была поднята, я тебя поэтому включил. А так, можешь слушать. Это разве не Ян Голубаевых канал? Я очень сомневаюсь, что это Ян Голубаевых канал, потому что на этом канале этот канал вообще против Ян Голубаевых изначально. Он их там, каждое их высказывание, эфиры, когда они раньше проводили, постоянно их троллил. Так что я не думаю, что он Ян Голубаевых, сами себя они вряд ли так жестко бы парафинили. Это наоборот, само название даже этого канала, как символическая сумма, это троллинг над Ян Голубаевыми. Это же эта фраза символическая сумма. Она ведь появилась как раз про них, от них она впервые прозвучала. Так, подожди. У нас тут 4 утра. Я думаю, нормально мы на сегодня посидели. Давайте на этом будем тогда завершать. И вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.